получить достаточную теоретическую базу для твоего развития. Профессия трейдинга – это прекрасная профессия, и я буду очень рад, если мое видео тебе поможет в становлении трейдера. Итак, я думаю, мы можем со вступлением заканчивать и переходить непосредственно к материалам. Я буду читать текст и его комментировать. Смысл комментарий состоит в том, чтобы дать тебе, мой зритель, понимание, что является важным в теоретической информации, а что является второстепенным, на чем тебе нужно делать акцент, а что избегать. Потому что большая проблема опытных трейдеров, с которой мне приходится сталкиваться, когда они приходят, состоит в том, что они знают очень много всего, но, к сожалению, не то, что нужно. Это Таких очень сложно переучивать, потому что за долгие годы жизни они в себя как губка впитали массу всего, но из всей этой массы торговой системы не получается. А цель твоего обучения как трейдера – это наличие торговой системы, которая тебе бы четко говорила, где нужно покупать, где нужно продавать, а когда фиксировать прибыль, либо когда вообще быть вне рынка. Вся вот эта теория сводится к тому, что ты должен на финише получить торговую систему, которая бы тебе говорила, что мы покупаем и когда, например, фиксируем. Трейдер – это человек, который, по сути, является, можно сказать, программным алгоритмом, который просто заранее знает все свои последующие действия. Инвестор же, в свою очередь, наоборот, он всегда держит нос по ветру и должен реализовывать фундаментальный анализ, который он узнает в какие-то инвестиционные идеи. Трейдинг – это работа на каждый день, инвестор – это долгосрок. Вот на такой ноте я заканчиваю вступление, и будем мы переходить к самой теории. Эти методички, по которым я буду записывать данный ролик, они будут выложены в моем телеграм-канале, поэтому в описании канала ты найдешь телеграм-канал, где выложена также торговая статистика более чем за год работы, когда я вел платный телеграм-канал закрытый и давал туда сигналы. А в конце там скрины, статистика, какой результат мы достигли по счету. Я практикую объемный анализ рынка, поиск Smart Money, то есть это очень известная тема в интернете. И я надеюсь, что данный курс поможет тебе максимально приблизиться к освоению данного материала. Так, на секундочку я. Так, все, я с вами. Итак, дорогой читатель, целью данного методического пособия является знакомство начинающих трейдеров с финансовым рынком. Я постарался составить данную методичку таким образом, чтобы материал соответствовал общим представлениям о рынке, которое изложено в публичном доступе, а именно в книгах по трейдингу и интернете. То есть материал здесь в этой методичке максимально структурирован и сжат. То есть очень много информации, которая есть в интернете и в книгах, она изложена здесь. Также нужно понимать, что здесь не вся информация, конечно, иначе бы никаких методичек мне не хватило, хотя она сама по себе достаточно объемная, но материала просто море. И я попытался через свою субъективную парадигму выложить именно то, что мне помогло. Становление у меня было достаточно тернистым. Я также пытался изучать самостоятельно рынок, и, к сожалению, это для меня закончилось очень плохо. То есть я потерял как минимум 2 года жизни за этими обучениями. И так как мне есть чем сравнивать, я могу легко, читая любую книгу, сразу сказать, это пойдет на пользу, либо это на пользу не пойдет. Именно потому, что я совершил достаточно много таких ошибок. Итак, то, что вы прочитаете здесь, не является чем-то уникальным, так как здесь рассмотрены только общие базовые темы, причем поверхностно. Они рассмотрены поверхностно, но при этом я дам четкое понимание, в какую сторону нужно стремиться, чтобы максимально быстро достичь цели.
Уникальными будут мои комментарии, которые будут в начале рассматриваемой темы. Также я поставил себе задачу не грузить тяжелой информацией, которая является на данном этапе ненужной. Так что данное пособие не учит трейдингу, а только с ним знакомит. То примите во внимание тот факт, что профессии трейдера нужно обучиться и желательно не самостоятельно. Но это я уже проговаривал. То есть, если вы самостоятельно будете пытаться учиться трейдингу, то вы должны быть готовы к тому, что это заберет у вас очень много времени. И еще не факт, что на финише вы придете к цели. К сожалению, это такая реальность, потому что трейдинг очень радикальный сам по себе. Нужно либо знать все, либо ты по умолчанию знаешь ничего, и рынок за это не платит. А раз нужно быть экспертом, то вместо того, чтобы самостоятельно, выискивать или, как это говорится, создавать колесо, лучше идти в университет, либо просто к тому, кто уже практикует, и просто перенять у него ремесло. Трейдинг- это ремесло, и, соответственно, его нужно перенять и потом использовать для себя. В этом нет, никаких, то есть это ничем не отличается от обычной профессии. К сожалению, это понимают многие новички уже после, но раз так, то так. С уважением, соавтор курса Игорь Арапов. Мои контакты вы видите всегда, я как бы на связи, готов ответить. Итак, раздел первый. Основы рынка. Ну, в этой методичке есть перечень основных, так сказать, определений, уникальный лексикон, набор фраз и терминов, на котором общаются профессионалы. То есть, скачая эту методичку, вы получите к ним доступ. Здесь нет, опять же, ничего тайного, это все можно найти и в интернете, но так как я сказал, что целью данной методички вам максимально сэкономить время поиска в интернете, то я думаю, вы здесь получите по максимуму ценной информации, при этом не задействуя никакие другие источники. То есть те определения, которые вы здесь прочитаете, их более чем достаточно на начальном этапе вашего развития. А если что-то нужно будет потом, то вы это уже без труда уточните. Самое главное, что база будет заложена. Я, кстати, приверженец той теории, что трейдингу нужно, да и как и любой профессии, обучаться от легкого к сложному. Это нормальный, естественный путь развития, и здесь его не нужно пытаться как-то обойти, иначе, скорее всего, результата не будет. Итак, мы переходим к первому определению биржа. Биржа– это юридическое лицо, обеспечивающее регулярное функционирование организованного рынка биржевых товаров, валют, ценных бумаг и производственных финансовых инструментов. Торговля ведется стандартными контрактами или партиями, лотами, размер которых регламентируют нормативные документы биржи. Если очень просто, биржа– это некая площадка, либо рынок, где есть юридический адрес и юридическая регуляция, то бишь она действует по каким-то законным нормативным актам. На вот данной схеме вы можете видеть, как биржи взаимодействуют с государством, с банками и прочими участниками рынка. В биржу входят, ну, как к бирже относятся депозитарий и клиринговая палата. Клиринг– это проверка всех сделок, чтобы все соответствовало честности, прозрачности, точности, не было обмана покупателем либо продавцом. То есть клиринговая палата следит за соблюдением всех сделок. Депозитарий относится к хранению ценных активов, ценных бумаг и передаче их собственности. То есть такую же тоже функцию выполняет. Комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам, сейчас она CFTC, она регулирует работу рынка. То есть, если очень просто все это упростить, вы, как начинающий трейдер, приходите на биржу, как на рынок. На этом рынке есть огромное количество участников со своими целями, со своими желаниями, со своими намерениями, и вы один из них. Биржа регулируется, у нее есть регламент, и вы, как участник, защищены этим регламентом от того, что вас просто не обманят. Товар на бирже торгуется в виде контрактов или лотов. В этот контракт входит определенное количество, то есть это спецификация. В эту спецификацию входит определенное количество данного актива. То есть покупая один лот, вы покупаете определенное количество данного товара.
Вот, в принципе, все. Биржа регистрирует количество сделок на ежедневной основе. Так называемый объемный анализ рынка, это именно отсюда ноги растут. Именно потому, что биржа нам отчитывается о количестве проведенных сделок, мы можем в этих объемах проследить крупные сделки. А раз крупные, то, скорее всего, умные. Но это я забегаю наперед, сейчас пока о простом. Соответственно, любой желающий, особенно так как сейчас бум криптовалют, он должен понимать, что биржа должна регулироваться. Если, например, мы возьмем любую криптовалютную биржу, скорее всего, ничего этого там не будет. Регламента не будет, нету лицензии от комиссии по ценным бумагам и рынкам. И вы должны понимать, что вы заведомо себя подвергаете риску, потому что в данной модели вы незащищенный участник. Если завтра ваша биржа, грубо говоря, закрылась, а простыми словами сайт перестал работать, то вам некуда жаловаться. Этот момент нужно понимать. То есть криптовалютные биржи это нерегулируемые биржи, и вы там не защищены законом. Рынки бывают биржевые, внебиржевые, то есть я надеюсь, само определение о себе говорит биржа, то есть это когда мы на какой-то конкретной регулируемой площадке осуществляем сделку. Внебиржевой– это когда мы, можно сказать, между собой проводим сделку. Никто об этом в мире не знает. Например, вы с соседом обменялись, там, купили у него килограмм картошки, отдали ему какое-то количество денег. Соответственно, он дал вам картошку и забрал деньги. Вот вы совершили сделку. Рынок картошки понятия не имеет о том, что произошла сделка, ни биржа, никто об этом не знает. Вот это логика внебиржевого рынка. То есть внебиржевые рынки не отчитываются о своих транзакциях. Дальше идут критерии. Торговля осуществляется в течение определенного времени, так называемых торговых сессий. То есть это регламент работы. Торговля проводится в соответствии с регламентом. Биржи и все участники торгов обязаны соблюдать эти правила, безусловно, иначе сразу идут штрафные санкции, а махинации вплоть до уголовной ответственности. Биржа служит гарантом исполнения сделок, то есть продавцу ценных бумаг будет гарантировано получение денежных средств, а покупателю ценных бумаг. Это что значит? Биржа является, грубо говоря, третьим лицом сделки. Она берет комиссию, биржа живет за счет комиссионных, это ее основной источник дохода. И в этой модели она является гарантом того, что вы действительно не будете обмануты. То есть вот репутация биржи настолько, вот она именно такая, что все те условия, которые она предъявляет к участнику торгов, минимизируют любой риск обмана. К биржевой торговле допускаются ценные бумаги только надежных эмитентов. Но это уже говорит о том, какие активы бывают на бирже. Есть такой принцип IPO, когда любая компания, которая нуждается, ну, например, вы открыли производство, и вам нужны инвесторы, чтобы развивать производство. А у вас есть два варианта. Либо привлечь частных инвесторов, либо выпустить свои ценные бумаги и продать их на бирже, чтобы инвестор– это тот, кто покупает часть вашего бизнеса и надеется получить процент от прибыли вашей компании. Соответственно, биржа делает, ну, либо ее организации делают очень качественный аудит вашего производства, вашей компании будущей, чтобы уберечь инвесторов от покупки заведомо скамных инструментов. То есть к криптовалюте это точно не относится, я сразу говорю. То есть это все история как раз-таки про производственные активы, которые приносят дивидендную доходность. Ну и дальше перечисляются эти критерии. Это размер компании, прибыльность ее работы, надежность и так далее. Эту процедуру называют листингом, то есть допускают к биржевой торговле. За деятельностью этих компаний биржа ведет постоянный контроль. И если компания перестала удовлетворять требованиям биржи, то происходит процедура делистинга, то есть исключение компании с биржевого списка. Это процедура, то есть у нас есть прием компании, листинг, когда данная компания может находиться на биржевой площадке и привлекать инвестиции. И делистинг, когда сама биржа понимает, что наличие этой компании создает огромные риски для инвестиций и как минимум для репутации самой биржи. Поэтому от нежелательных эмитентов максимально быстро избавляются.
Дальше начинает история быть, когда были первые биржи, как они функционировали, что там торговалось. И, в принципе, с этим вы можете быстренько ознакомиться. Если интересно, прочитайте в методичке. Я это прокручиваю, чтобы немного сжать сам ролик по объему, потому что нам достаточно много нужно будет изучить. Итак, сразу переходим к функции биржи. Мы уже узнали, что такое биржа, какие они бывают, чем они занимаются, и теперь переходим к функционалу. Это организация биржевого торга, то бишь, чтобы во время торговой сессии происходила торговля, то бишь обмен товаром между покупателями и продавцами. Установление правил торговли, в том числе стандартов на товары, реализуемых через биржу. Это так называемая спецификация. То есть во фьючерсных контрактах, например, деривативов на производные там есть конкретное количество, сколько товаров входит в контракт. Разработка типовых контрактов, котирование– это ценообразование, урегулирование, арбитраж споров, то есть то, что мне сказал, это выступает третьим лицом, которое определяет, кто прав, кто виноват. Информационная деятельность, предоставление определенных гарантий исполнения обязательств участниками торгов. Именно поэтому, когда вы открываете сделку, у вас берется ГО. Это гарантийное обеспечение сделки. То бишь, что вы платежеспособны, биржа берет определенный процент от сделки. Каждый актив определяет это количество ГО, он не на всех одинаковый. И, соответственно, вы когда эту гарантийное обеспечение платите, то есть оно у вас фиксируется на счету, биржа понимает, что вы, в принципе, платежеспособны, и с вами можно взаимодействовать. Классификация основных бирж. Товарные, фондовые, валютные, фьючерсные. Товарные, фондовые, то есть, в принципе, в каждом названии есть объяснение, что там торгуется. Фондовые– это акции, валютные– это валюты государств, товарные– это серебро, там, это ресурсы, в общем, всевозможные. Нефть, газ, золото, медь. Все, что важно в производстве, можно так сказать. Ниже вы найдете описание каждой биржи, я не буду на этом заострять внимание. И мы потихонечку переходим к деривативам. Производные финансовые инструменты, которые торгуются на биржах. Производственный финансовый инструмент дериватив– это финансовый инструмент, в основе которого заложено обязательство в отношении других инвестиционных активов или товаров. Простыми словами, дериватив– это ценная бумага на ценную бумагу. Существует несколько основных видов производных ценных бумаг. То есть, можно сказать, фьючерс– это право. Это право что-либо купить, даже нет, вернее, я бы не так сказал. Фьючерс– это дериватив, инструмент, который позволяет производителю товара зафиксировать конечную сделку реализации в будущем по текущим ценам. То есть, если мы говорим, например, о тех людях, которые пшеницу выращивают на поле, благодаря этому деривативу они могут зафиксировать свою цену реализации. Они идут на рынок, продают фьючерс и обязуются по нему поставить во время экспирации данное количество пшеницы. Вот, в принципе, все. И не важно, что будет через 3 месяца. Даже если цена обвалится, они продадут именно по той цене в момент заключения сделки. То есть фьючерс, простыми словами, это возможность производителю зафиксировать цену реализуемого товара, если максимально просто. Так, деривативы условно разделяются на категории в соответствии с теми активами, которые лежат в их основе. Финансовые производные ценные бумаги– это контракты, основанные на процентных ставках по краткосрочным, долгосрочным облигациям США, Великобритании и других стран. Тут уже идет экономика чистой воды. Я не буду на этом заострять ваше внимание. Ну, то есть это как бы имеет место знать, но трейдер с этим не взаимодействует. Данную теорию мы сейчас проходим достаточно поверхностно, чтобы понять, откуда ноги растут, откуда трейдер видит у себя в терминале цену и почему этой цене можно верить и объемам верить, но это никак не связано с техническим анализом. Это просто объяснение самой инфраструктуры. Вы обязательно можете прочитать это самостоятельно,
чтобы я не тратил сейчас на это время. Как я уже сказал, методичку вы всегда сможете скачать в телеграм-канале и получить к ней доступ. А мы пока идем, я пролистываю, чтобы переходить к более ключевым темам, которые нужны для освоения технического анализа. Ну и еще давайте быстренько пройдем по основным участникам биржи, потому что без них никак нельзя. Основные участники биржевых торгов являются трейдеры, которые самостоятельно торгуют на свой страх и риск, используя собственные деньги. Это, скорее всего, ты, мой зритель. Брокеры, которые торгуют по поручению клиентов за комиссионное вознаграждение. Это та фирма, через которую ты открываешь или закрываешь свою сделку, ты всегда платишь комиссию. Маркетмейкеры, которые обеспечивают осуществление биржевого процесса. Брокер — посредник в сделках купли-продажи ценных бумаг и биржи, на которых происходят торги ценными бумагами. Их обязанности — регистрировать ценные бумаги, предлагаемые для обмена на рынке, получать ценовые квоты, предъявлять ордеры маркетмейкеру, поддерживать перечень незакрытых ордеров, вести курсы бит-таск, поддерживать волатильность, осуществлять сделки и переход права собственности. Ну, тут очень большой перечень, и как ты можешь заметить с опытом, лично к моему брокеру это не относится. Это больше уже связано с работой маркетмейкеров. То есть брокер и маркетмейкер в каком-то смысле это одно, ну не то чтобы одно и то же лицо, но они очень близкие по схожести. В любом случае, это не розничный участник рынка, это профессиональный участник рынка, который преследует конкретную цель на этом рынке. И в этом плане ты должен уже понимать, что есть очень серьезная конкуренция. То есть трейдер, который выходит на рынок, он должен быть готов к тому, что на рынке есть профессионалы, и, конечно же, они есть, и, к сожалению, к твоему сожалению, они не заинтересованы в том, чтобы ты зарабатывал. А сама по себе биржа, забегая наперед, она живет по принципу перераспределения капитала, где твои деньги — это чья-то прибыль, и наоборот, твоя прибыль — это чьи-то деньги. Вот, к сожалению, такая горькая реальность. Биржа только вообще финансовый сектор экономики, к которому относится биржа, это именно инструмент перераспределения. Он ничего не создает, там нет никакой прибавочной стоимости. Весь реальный сектор экономики создает блага, товары и услуги, а финансовый сектор их перераспределяет. При том, что объем рынка финансового сектора экономики гораздо выше, чем реального. Это вызвано как раз-таки теми объемами деривативов и прочего, что торгуется. Их объемы исчисляются сейчас в квадратиллионах, если я не ошибаюсь, долларов. То есть это какие-то заоблачные суммы, но в то же время они существуют в некой степени только на бумаге. Это не что-то реальное. Дальше идет описание рынка Форекс, что это такое, зачем он нужен, что там торгуется, перечисляются основные пары, мажорные, то есть те, которые к доллару привязаны, и все те нюансы, которые я уже проговаривал. Это маржа, зачем она берется и так далее. Регламент работы, про кредитное плечо. Кстати, кредитное плечо я все-таки проговорю. А кредитное плечо — это своего рода кредит, который предоставляется брокерам под залог внесессионных. Ну, тут очень достаточно сложно, попытаюсь объяснить просто. Кредитное плечо — это возможность покупателю купить товар, при этом заплатив в момент покупки не полную стоимость товара, а процент, но с обещанием того, что в момент экспирации он всю сумму донесет. То есть по правилам биржи, например, этот процент составляет 2%. Нужно купить, например, бочку нефти, вы покупаете ее за 2% от суммы, но вы понимаете, что вы еще должны донести 98% в момент экспирации. Обязаны. То есть это обязательство, это не потому, что хочется, не хочется. Но никто же вам не говорил, что вы обязаны эту бочку действительно купить. Вы можете ее купить сейчас, цена на нефть выросла, вы ее продадите, зафиксируете прибыль чистую, положите себе в карман с этой бочки, и получается у вас нет никаких обязательств. Вы это просто обязательство отдадите кому-то другому. Вот так и формируется кредитное плечо. То есть 2% от
стоимости платите сейчас, и получается, что вы можете в такой модели использовать совершенно другой капитал. То есть если у вас, например, $1000 на счету и бочка, это очень условный пример, стоит $1000, то вы можете купить одну бочку. А если вам нужно только 2% от этой тысячи, то есть заплатить только $20 за то, чтобы купить сейчас эту бочку, ну и там накладываются на вас различные условия, то получается, что вы можете купить уже не одну бочку, а 50. У вас получается такое некое плечо 1 к 50. Понятно, что риски у вас сделки сумасшедшие, но я сейчас объясняю сам принцип. То есть именно потому, что вы не обязаны в момент покупки всю сумму отдавать, а только так называемый залог, то и получается вот это кредитное плечо. Кредитное плечо фактически возможность оперировать большим капиталом, чем есть у вас на самом деле. Но при этом в разы увеличивается и риск, конечно, совершенно самой сделки, потому что вы очень сильно зависимы от колебания рынка. Если цена идет не в вашу сторону, то у вас очень быстро с margin колит. Margin call – это приказ, ну, или уведомление, которое приходит от брокера о том, что у вас заканчиваются деньги на счету для поддержания открытой сделки, и у вас есть риск стоп-аута. Стоп-аут – это принудительное закрытие всех сделок на вашем счету. Именно потому, что вы перестаете быть а, платежеспособным. Биржа видит, что у вас нет денег для поддержания сделки и схлопывает ваши сделки по рыночным ценам. И, как правило, это всегда убыток. Поэтому кредитное плечо на рынке есть. Это хороший инструмент для профессиональных трейдеров увеличивать доходность их системы, но в то же время это несет достаточно большой риск. Поэтому с ним нужно очень грамотно пользоваться. Начинающему трейдеру завышать риски на плече – это равносильно ставить под риск весь свой депозит. Так, дальше идет объяснение того, что влияет на цену. Это всякие экономические показатели, переговоры, заседания ЦБ, это денежно-кредитная политика и все прочее, 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 что с одной стороны очень скучно, но с другой стороны имеет место быть. То есть про это нужно знать. Даже если в техническом анализе обо всем этом не идет речи, то есть это все рассматривает фундаментальный анализ. Фундаментальный анализ для того, чтобы определить конечную стоимость инструмента. То нужно понимать, что во время, когда ФРС выступает, Центральный банк выступает, на рынке может быть очень сильная повышенная волатильность. Ниже перечисляются основные центральные банки, те, которые имеют влияние на ключевые валюты. И дальше мы переходим уже к сессиям. Есть азиатская, европейская, американская, тихоокеанская. То есть, если мы берем валютный рынок Форекс, то что мы можем к текущему моменту понять? Это, во-первых, не биржевой рынок, это спотовый рынок, там нету, это не централизованный рынок. Соответственно, банки обмениваются между собой валютой, но вы никогда не узнаете оборот. К сожалению, это очень большая проблема, кстати, для анализа. Наверное, поэтому он один из самых сложных. Но при всем при этом есть фьючерсная биржа на эти же валюты, и там можно применять объемный анализ. Поэтому не расстраивайтесь раньше времени. То, что Форекс сам по себе внебиржевой, это не значит, что нету на него управы. Ну так вот, у Форекс работает 4 сессиями основными, по 8 часов каждой сессии, когда одна сменяет другую. Например, там Европа приходит на рынок, во время закрытия уже открывается Америка, ее банки выходят на рынок, потом заходят тихоокеанские, потом снова азиатские. И так получается такой круговорот 5 дней в неделю, 24 на 5. Получается, что рынок как бы всегда открыт, но нужно себе понимать, что разная, разный объем торгов. То есть в Европу и в Америку, например, оборот рынка гораздо выше, чем в азиатскую, если мы говорим, например, о европейских, американских валютах. То есть в Азию так называемый тонкий рынок, когда основные банки, маркетмейкеры на рынке не присутствуют, рынок достаточно тонкий и большие объемы торгов могут существенно влиять на цену. Этот момент нужно просто себе понимать.
Так, дальше идет все про Форекс. Про Форекс, Форекс, Форекс. О, вот, раздел 2. Виды анализов рынка. К текущему моменту мы, если так вот по-простому подытожить, узнали следующее, что есть биржа, что она регулируется, что на ней есть разные участники рынка, что деятельность биржи подвержена регламенту и законодательным актам. Мы узнали, что торгуется на биржах, какие они бывают, и теперь уже мы переходим к сути. Ну, то есть, когда ты уже начинаешь смотреть этот раздел, ты понимаешь, что сейчас мы уже начинаем пытаться прогнозировать цену на рынке, а именно это и будет твоей основной прибылью в профессии трейдера. Трейдер должен купить инструмент так, чтобы цена пошла в его сторону, и он мог перепродать этот товар по более высоким ценам, то есть зафиксировать свою прибыль. Так, существует три основных видов анализа рынка. Фундаментальный анализ– это анализ новостей, слухов, домыслов и прочее, прочее, прочее. Сюда можно все что угодно приплести. Технический анализ– это анализ графика цены, что цена делала. Объемный анализ– это раздел технического, хотя уже, да, можно сказать, стал самостоятельным. Анализ торговых сделок крупных участников рынка. Фундаментальный, как я уже сказал, мы вообще не рассматриваем, он не имеет для нас значения, хотя с опытом, конечно же, я рекомендую его изучать. То есть чем больше вы будете понимать и знать, тем больше вы будете зарабатывать на рынке. Это естественный путь развития, когда экспертность ваша увеличивается, и вы, конечно же, имеете право зарабатывать больше. Потому что анализ, например, денежно-кредитной политики центральных банков является очень серьезным для изменения трендов на рынке. И понимая это, и, например, что это ДКП изменилось, вы можете стать в начале нового тренда и заработать хорошие деньги. То есть он в данном ролике не рассматривается, но он сам по себе достаточно ценный. Поэтому не закрывайте на него глаза, если вы со временем поймете, что в техническом анализе вы уже достигли совершенства. Технический анализ– это про то, что цена делала, то есть анализ истории и попытка в этой истории найти будущее. Сама по себе связь между тем, что цена делала и цена будет делать, она, конечно, очень условная. Если мы говорим о том, насколько это условно, то я бы сказал, что в большинстве случаев прогнозировать цену по цене нереально, потому что цена на рынке– это просто последняя совершенная сделка. И все. Она сама по себе никакой информации не несет. Объемный анализ рынка– это такой же технический анализ, анализ торговых сделок крупных участников рынка. Вот здесь немножко другое. Почему объемный анализ такой востребованный? Почему, например, я его использую? Все дело в том, что когда мы анализируем сделки крупных участников, мы не цену анализируем, по которым они купили, хотя и это само по себе важно, но и намерения. Если крупные, то бесшумные участники рынка покупают, скорее всего, близится разворот рынка. Это нужно понимать. То есть был медвежий рынок, цена падала, на рынок выходит крупный покупатель, вовсю пытается собрать себе позицию, объемы это показывают, мы это видим, и мы сразу же должны на это реагировать. Фундаментальный анализ дальше внизу расписывается, что это такое, достоинства, недостатки. Мы это пропускаем, потому что, как я уже сказал, пользоваться мы не будем это. Но прочитать и знать, что это такое, полезно. И впоследствии, после того, как вы освоите технический анализ, то, конечно, изучать фундаментальный анализ даст вам большой бонус. Я сейчас это все пролистываю, потому что на это тратить время я не буду, а при желании всегда это сможете прочитать. Ниже пример экономического календаря сейчас я показываю, то есть как выходят новости, время. Каждый месяц в одно и то же время, в один и тот же день выходит набор статических данных. Стат данных, на которые центральные банки смотрят, и потом на основании этой информации уже регулируют свою ДКП, то есть денежно-кредитную политику. Все это хорошо, все это ценно, все это полезно, но мы про технический анализ.
Итак, самый распространенный вид анализа, так как большинство ритейл-трейдеров плохо знакомы с экономикой, ну, естественно, потому что мы приходим сюда явно не из экономических вузов, ну, в моем случае так получилось, я техническое образование первое получил, и как она влияет на стоимость актива, то всецело полагаются на график цены и анализ поведения ценовых котировок, а именно их направление движения и диапазон хода. В этом разделе мы узнаем в основных видах отображения графиков цены, как выглядит построение уровней поддержки и сопротивления, горизонтальные трендовые, а также основные ценовые фигуры, паттерны, которые для многих трейдеров являются точкой входа в рынок. Вот можно сказать, что с этого момента мы начинаем уже изучать тот технический анализ, о котором написано в превью. Ну, я думаю все равно, что то, что мы прошли по основам, оно само по себе полезно. А для тех, кто первый раз вообще будет видеть этот ролик и первый раз познакомился с рынком, будет являться бесценным. То есть любой участник рынка, профессиональный трейдер должен четко понимать, как появляется цена, откуда она берется и кто за этим всем следит, чтобы это все было честно, чтобы все эти торги были честными. Технический анализ — изучение графиков цены с целью прогнозирования дальнейшего движения цен. Занимается изучением поведения рынка, основываясь при этом исключительно на ценовой информации, графических и ее представлениях. Проводится с целью выяснения поведения трейдера на рынке, покупать, продавать финансовый инструмент или оставаться вне рынка, то есть не совершать никаких действий. Принципы технического анализа. Цена учитывает все, характер изменения цен не является полностью случайным, цена изменяется на рынке закономерно. Так, дальше мы переходим к основным видам изображения графиков, то есть график цены в виде баров. Я попытаюсь увеличить скрин. Вот если увидеть, это некие такие столбики. Есть две полосочки, одна слева, другая справа, максимум и минимум. Слева у нас всегда цена открытия, справа всегда цена закрытия. Максимум и минимум показывают диапазон хода цены. И внизу этого графика есть описание. У каждого бара есть 4 показателя, ну и то, что я проговорил. Дальше в техническом анализе у нас есть график цены в виде японских свечей. Это по сути тот же бар, но с закрашенным тельцем. Такие же у него 4 ключевые информации. Это цена слева у нас всегда открытие свечи, справа закрытие свечи, ну и диапазон хода от макушки до минимума. То есть просто тельце закрашенное. Это тело, оно вроде как показывает быстро, куда же закрылась свечка, то есть легко бросается в глаза. Но при всем этом я использую бары. Почему потом? Мы это определимся, потому что есть некое отличие. Именно в плане уставаемости. То есть так как трейдер анализирует много информации, дополнительная информация в виде цвета наполнения бара лишний раз утяжеляет работу умственных способностей вашего мозга. Поэтому чем меньше входящей информации, тем легче вам будет, тем дольше вы будете оставаться работоспособными в анализе рынка. Ну и третий такой популярный — это линейный график цены. От цены открытия до цены закрытия, без минимумов и максимумов. Во время колебаний рынка, то бишь это просто как бы усредненное показание. Этот график полезен тем, что по нему очень легко строить уровни поддержки и сопротивления, они сразу видны невооруженным взглядом, и можно видеть, как меняются волны. Растут, падают, то есть наличие тренда тоже очень хорошо видно. Основные типы трендов на рынке. Бычий тренд определяется ростом цен. Бычий тренд или рост цен — это тренд, где каждый новый максимум выше предыдущего и каждый новый минимум выше предыдущего. То бишь у нас есть направленный рост цены, и мы планомерно развиваем свою динамику. По этой динамике, как правило, строят каналы, то есть между двумя крайними точками проводят уровень поддержки и сопротивления, то есть по двум точкам проводят поддержку,
первый минимум, первый повышающийся минимум, по ним проводят поддержку, между ними ищут максимальную точку, по ней проводят линию параллельную поддержки, это линия сопротивления. И трендовый график имеет две линии, то есть уровень поддержки, уровень сопротивления, который направлен вверх. В этой формации трейдеры пытаются покупать от уровня поддержки всегда в растущем канале и фиксировать прибыль на уровне сопротивления. То есть это минимум, это дешево, это дорого, условно говоря, в таком бычьем тренде. Медвежий тренд – это, по сути, перевернутая картинка бычьего, когда у нас наоборот минимумы понижаются, максимумы понижаются. То есть мы берем по двум понижающимся, в первую очередь, максимумам, это очень важно, мы проводим сопротивление, и между ними минимальную цену мы по ней проводим линию поддержки. И получается, что мы должны в медвежьем тренде продавать у верхних границ канала, покупать, ну, если вы хотите там взять какой-то отскок, но я сразу говорю, так нельзя делать, так не делают. Максимум, если вы здесь продали, вы можете здесь зафиксировать прибыль, но входить в покупку на медвежьем тренде это очень опасно, это дорого будет вам стоить, такое делать категорически запрещается, если вы хотите уверенно развивать свой депозит. Есть такая каста, которая никогда, наверное, на рынке не закончится. Это каста ловителей ножей. Это участники, которые очень любят падать, идти против тренда. То есть там рынок сильно падает, они его откупают максимально агрессивно в надежде на какой-то отскок, чтобы зафиксировать вроде как быструю прибыль. Но рынок такой с ними поступает дальше таким образом, что он идет безоткатно очень долго и очень далеко. И сколько они не пытаются его откупать, это ничего им не помогает. И все эти усреднения заканчиваются тем, что депозит сгорает. Поэтому на рынке никогда не спорьте с трендом, если вы хотите быть уверены в своем финансовом будущем, в финансовой безопасности. Боковой тренд. Это не тренд, еще называемый flat, он характеризуется тем, что цена ходит между двумя каналами. То есть у нас есть верхняя линия сопротивления, строится она даже не по точкам, а в неком диапазоне, где цена реагировала и разворачивалась в противоположную сторону, и также по уровню поддержки аналогичным образом. В итоге получается, что у нас есть цена, окруженная сверху и снизу двумя линиями, двумя уровнями, между которыми цена входит. В таком случае цена совершает колебания, но определить линию поддержки восходящего тренда или линию сопротивления не предоставляется возможным. На графике такая ситуация представляется горизонтальным диапазоном. При таком рынке трейдеры совершают сделки от границ канала вовнутрь. То есть если цена подошла к уровню сопротивления, трейдер спешит продать здесь с понятным стопом. Он выносит, как правило, за макушку диапазона. И наоборот. То есть в горизонтальном диапазоне можно как и продавать, так и покупать, если ваша сделка будет соответствовать следующему набору критериев. То есть это риск-прибыль. Если вы продали на одной границе и поставили стоп, то ваш риск должен минимум соответствовать потенциальной прибыли минимум 1 к 2, а лучше 1 к 3. Так как вы не можете быть гарантированы в том, что конкретно эта сделка будет плюсовой, то и получается, что вы должны отдельно взятую сделку всегда подводить под такую логику. На доллар, который вы рискуете, вы должны минимум зарабатывать 3, если ваша сделка состоялась. И в такой модели вам нужно быть правым, даже в 40% случаев будет достаточно, чтобы вы были в профите. Это очень сильно упрощает работу. К сожалению, большинство новичков, они очень сильно вязнут в поисках Грааля, когда они пытаются найти систему, которая бы им постоянно давала прибыль. Но это погоня за собственной тенью, которая никогда не будет, которую вы никогда не догоните, и не нужно пытаться. То есть сразу забывайте о Граалях, их не существует. Но есть здравый математический расчет, который выведет результат в вашу пользу. То есть на границе мы продаем, на поддержке мы покупаем при условии, что соотношение риск-прибыль минимум 1 к 2, в идеале 1 к 3.
Периоды трендов бывают краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. Уровень– это горизонтальная линия, проведенная через область значений, где цена изменила свое направление. Это определение уровня. Всякий раз, когда мы проводим линию, уровень, то бишь, это место, где цена меняла свое направление на противоположное. То бишь, она сначала падала, потом взяла, развернулась и пошла наверх. Все по минимуму, там, где она развернулась, вы можете просто провести линию поддержки. Так, дальше дальше мы переходим к основным ценовым фигурам в техническом анализе. Вы можете на графике их видеть, какие они бывают. Это голова плечи, восходящий клин, нисходящий клин, двойная вершина, двойное дно, восходящий треугольник. Я, когда в свое время учился, понятно, опытных трейдеров, они говорили следующее, что по статистике все эти фигуры отрабатывают не чаще, чем 50/50. То бишь, как бы это ни звучало абсурдно, но проблема в том, что эти фигуры сами по себе ничего не говорят. Их наличие на графике, когда они отрабатывают, могут свидетельствовать о том, что вам повезло, а в целом они ничего вам не гарантируют. То есть вы должны знать, что в техническом анализе такие вещи есть. На них реагируют участники рынка, то есть сам сентимент рыночный, когда появляется фигура, может на него реагировать. Но сами по себе эти фигуры, к сожалению, никакой для вас гральной информации не несут. Это не больше, чем просто картинка. И вообще большая проблема в том, что вот эти картинки, люди зацикливаются именно на картинках. А это просто не больше, чем история движения цены. А я уже говорил, что сама по себе цена не говорит о своем будущем. Поэтому есть огромный недостаток в техническом анализе. Это такая же история про индикаторы, когда люди пытаются использовать всевозможные осцилляторы в виде стохастиков, MACD, либо мувингов, трендовых индикаторов. Но это все не больше, чем интерпретация цен, которые сами по себе, как я уже сказал, ключевой информации не несут. Эту информацию можно дополнить объемами, что в объемном анализе делает. Это уже совершенно другой подход к рынку, который намного лучше уточняет вот эти даже фигуры. Но без объемного анализа, без объемов, это просто картинки. То есть сразу говорю, чтобы вы на них не зацикливались. Не нужно их выучивать и пытаться искать. Особенно на младших таймфреймах. Ладно бы, вот, например, я приведу пример. Если голова плечи появится на daily таймфрейме, то это действительно говорит о том, что у нас тренд меняется, потому что у нас есть два нисходящих максимума, один за другим, а вы помните, что мы строим первый уровень сопротивления в нисходящем канале по максимумам рынка, и тот факт, что у нас есть новая попытка подняться, которая проваливается, говорит о том, что рынок покупателей слабый. Это действительно говорит о признаке, что пришло время разворачиваться, если, например, до этого был бычий тренд. Но на пятиминутке вот эти картинки или 15-минутки или внутри дня это ни о чем не говорит. Лучше их избегайте. Это все очень от лукавого, так скажем. Более того, это очень субъективно. Один видит одно, другой видит другое. Так, дальше мы переходим к объемному анализу рынка, уже, так сказать, к мясу. Это самый эффективный способ у ритейл-трейдера прогнозировать рынок. И во вступлении я пишу, что это самый востребованный вид анализа, так как здравая логика подсказывает нам, что большинство крупных участников рынка при своей торговле используют закрытую информацию, инсайт, на основе которой принимают свои решения. А так как они торгуют очень крупными объемами, достаточными, чтобы определить их активность, то ритейл-трейдер может проанализировать их действия и присоединиться. Именно этому виду анализа в моем обучении выделено большее количество времени. Вот то, о чем я говорил. То бишь, в объемном анализе рынка мы имеем дело с анализом намерений, не с анализом прошлых данных. То бишь, мы не анализируем цену как таковую, мы больше анализируем сделки. И так как, я думаю, каждому понятно, что там, где есть деньги и зарабатывается прибыль, там по-любому есть профессионалы, которые делают это на постоянной основе.
Соответственно, ваша задача — это научиться их видеть и к ним присоединяться. Это и есть самое лучшее в техническом анализе, что может быть доступно для ритейл-трейдера. То есть технический анализ, объемный анализ рынка — это такая же часть технического анализа. Поэтому, может быть, для кого-то технический анализ — это всякие те фигуры, вымпелы, факелы, флаги, все что угодно, голова, плечи, низины, вершины, но я больше приверженец того, чтобы вы технический анализ изучали именно с объемного анализа рынка, сразу пропуская все то, что мы только что прошли. О нем узнать нужно, но без этого никак. То есть нужно все знать, чем живет, так сказать, комьюнити трейдерская, но в то же время из всей этой информации мы сейчас подошли к моменту, когда я вам выделяю именно вот этот сегмент. Потому что, как я уже сказал, в объемах мы ищем намерения, а это уже больше информация про будущее. То есть, когда профессионал покупает, он закладывает будущую стоимость, а не ту, которая есть сейчас. И это дает огромное преимущество перед любым техническим анализом. Виды объемов. Объемы делятся на два вида – тиковые и биржевые. Тиковые не представляют для трейдера никакой ценности, так как формируются за счет количества колебаний цены и не имеют никакого отношения к реальным сделкам. Как правило, вы тиковый объем увидите в программах брокеров, которые дилинговых центров, которые вам дают возможность торговать на Форексе. Так как ни о каком биржевых данных мы уже договорились, что Форекс не дает, потому что там нет клиринга, и это внебиржевой рынок. То есть, соответственно, ни о каких объемах, то есть количество сделок речи быть не может. Но при этом вы там можете видеть объем, который выражен видом колебаний цены. Чем больше цена колеблется, тем можно сделать логику, можно сделать вывод, что там большой объем был проторгован. Но сразу тогда становится вопрос, насколько качественны данные этого дилингового центра, поэтому я тиковый объем вообще не рассматриваю. То есть я вам рекомендую о нем забыть, как будто его не существует. Но знать, конечно, нужно. То есть он есть, он существует, но для вас ценности он не будет нести, потому что он вас может наоборот обмануть. Даже вы сами просто себя им обманете. Биржевой объем показывает число фьючерсных и опционных контрактов, прошедших по определенной цене. Вот, наконец-то мы пришли к чему-то честному. То есть, так как у нас есть биржа CME, это фьючерсная биржа, где торгуются как деривативы на все что угодно, в том числе и на валюты, и у биржи есть клиринг, то мы можем там подчеркнуть вот эту ключевую информацию, то есть количество тех действительно сделок, которые прошли по определенным ценам. Так выглядит кластерный график, когда у нас в каждом кластере показывается количество проторгованных по бидам и по аскам сделок. Вертикальный объем — это объем, который показывается в нижней части графика и показывает количество проторгованных контрактов за время формирования, в данном случае, свечки. И что хочется, наверное, добавить ко всему этому. Фьючерсный объем, то есть объем на фьючерсах, это примерно 2% от спота. То есть валютный рынок Форекс, если вы почитаете в интернете, это там триллионы долларов оборот. Ну, очевидно. Это мировой рынок, он объединяет в себе все обменные операции. У него есть маркетмейкеры, это крупнейшие банки. О них вы тоже можете прочитать в интернете. Но на фьючерсах торгуют, конечно же, не все валютные операции проходят, а только те, которые там, ну, в американскую сессию имели место быть. Но что мы можем подчеркнуть для себя? Фьючерсный рынок Форекс объединены арбитражерами. То есть роботы, которые выравнивают любую разницу в ценах. Если есть разница в цене, то есть арбитражная возможность, когда робот покупает на одной бирже, на споте и продает на фьючерсах, либо наоборот, и фиксирует свою небольшую прибыль. Она настолько мизерная, но так как он совершает этих сделок очень быстро и очень много, то вся эта инфраструктура сама по себе рентабельна. И так как эти рынки ходят
друг за дружкой, то есть я бы сказал бы параллельно, потому что если будет не параллельно, то будет арбитражная возможность, то и получается, что если крупный капитал активен на споте, то он будет активен и на фьючерсах. И мы можем через фьючерсы понимать, что происходит на споте. Вот такая немножко закрученная логика, но она хотя бы имеет под собой место быть, потому что рынки связаны. Если бы они были бы не связаны между собой, то тогда, конечно, фьючерсная информация была бы не настолько репрезентативной для анализа. Но при всем при этом я хочу сказать, что на валютах до 2 миллиардов в день точно оборот происходит, а это большие деньги, и, конечно же, там тоже есть крупный капитал, который, если имеет возможность захеджировать риски на изменение валют, то он это обязательно сделает. Так как самые умные участники рынка это хеджеры от слова хеджировать, то бишь страховать, это производители, которые имеют с активом непосредственное взаимодействие, и их бизнес зависит от стоимости этого актива. Если они, например, его продают, либо покупают, и изменение цен на этот актив серьезно может подкосить их бизнес, то они должны страховать любой такой риск, открывая встречную, например, спекулятивную заявку на актив, чтобы разницу покрыть через спекулятивную составляющую. Если, например, цена уйдет против них, и они получат меньше маржи от реализации самого товара. Вот эти хеджеры на фьючерсных рынках, они, конечно же, есть, они активны, и мы их тоже можем периодически видеть. Как правило, они всегда торгуют на уровнях, поэтому сами по себе в техническом анализе лучшая тема это уровни, анализ уровней, потому что уровни это некое отражение стоимости инструментов, дорого-дешево. И на этих уровнях наши крупные ребята, старшие товарищи торгуют. А раздел 3. С чего начать торговать? Ну что ж, теперь, чтобы после того, как мы уже познакомились со всей вот этой вот прелюдией, мы узнали, что есть биржа, какие они бывают, кем они регулируются, что там торгуется. Мы узнали, какую информацию она нам дает, как она, в чем она выражена, то есть какие бывают ценовые графики, какие бывают объемы, как они могут выглядеть и что они с собой несут. Теперь нужно понять, как эти объемы формируются. То есть правильное становление трейдера это тогда, когда он не просто верит на слово, а он любую информацию может проверить сам и понять, что да, действительно эта информация имеет место быть, не с потолка взята, не придумана, не выдумана, ее можно всегда проверить. И тогда уже, конечно, использовать для своей выгоды. Виды и типы ордеров. То есть на бирже, так как там есть регламент и все есть, вот есть конкретные биржевые заявки. Есть в основном 4 основных вида ордера. Это 2 рыночных, buy-sell, и 2 отложенных, лимитных, buy-limit, sell-limit. Рыночные ордера, я сейчас не буду стоп-лимитные проговаривать, чтобы не путать. Я сейчас поговорим просто про 4 вот эти ключевых ордера. Ниже описаны, что это за ордера. Вот я хотел сразу перейти к этой картинке. Здесь очень наглядно видно, как эти ордера влияют на цену. Так как ценообразование формируется с помощью спроса и предложения и никак иначе, вот эти 4 вида ордеров и формируют цену. Только sell-лимитные стоят в стакане и мешают росту цены, то бишь buy-стопы, это рыночные покупки, приказ купить по рынку сводится всегда с лимитными продажами. Лимитные покупки мешают цене падать вниз. Они являются как бы поддержкой. Buy limit это поддержка на рынке, sell limit это сопротивление на рынке. И рыночные ордера это как некие снаряды, которые летят в стенку, пытаясь ее разрушить. Соответственно, если на рынке паника, например, наплыв продаж и что-то происходит, ну, черный лебедь, например, там на фондовом рынке так бывает, когда идет просто сумасшедшая распродажа, все фонды продают активно, потому что, ну, по какой-то причине, то вот эти buy-лимиты должны быть настолько в огромном количестве, чтобы сдержать падение рынка, что, как правило, чаще всего их всегда не хватает. Цена пробивает уровень, вызывает дальше стремительное падение,
А участники рынка, особенно фонды, работают по принципу реакции на рынок, то есть объем это всегда реакция на цену. Если цена падает, они не покупают, они наоборот продают. Они все тренд-фолловеры, то есть если цена падает, они продают. Цена растет, они покупают. И когда цена пробивает какой-то ключевой уровень, это является сильнейшим триггером к действию. То есть выливается в рынок огромное количество рыночных заявок, селл-стопов, которые давят цену вниз. Вот эту информацию нужно четко понимать для того, чтобы научиться анализировать объемы. Биржевой стакан, самый простой пример его выглядит таким образом, внутри которого стоят, как я уже сказал, сопротивление, это sell лимиты, либо оффера, они находятся справа. Buy лимиты, то есть поддержка, они находятся слева. Количество их показывает, сколько их на конкретном ценовом уровне и какое количество должно быть рыночных ордеров с ними свести, чтобы цена переместилась, например, на пункт выше либо ниже. Все здесь достаточно честно, все достаточно прозрачно. Цена формируется по принципу аукциона. Получается, это двухсторонний аукцион, где у нас есть как и покупатели, которые постоянно повышают цены, так и продавцы, которые постоянно понижают цены. В этой модели двойной аукцион будет сложнее, чем однонаправленный, например, аукцион акций, где остается всегда только покупатель. То есть акции работают по принципу, что когда покупатель покупает акцию, продавец, который ему продал, он выходит с рынка, его больше на рынке нет. То в данном случае на фьючерсах такой модели нету. Там всегда есть продавец. Даже если у него нет, грубо говоря, там, что мы сейчас смотрим, золото, это золото, он может его взять в залог у биржи с обязательством вернуть это золото. А разницу цены он положит себе в карман с плюсом либо с убытком. То есть это мы уже сейчас приходим к примеру, как продать то, чего у нас нет. Биржа нам одалживает данный актив с обязательством, когда мы этот ордер закроем, что мы вернем актив. Если цена изменяется в нашу сторону, то мы отдаем бирже опять тоже золото, а разницу цен мы фиксируем с выгодой для себя. Если цена пошла против нас, мы бирже все равно отдаем тоже количество золота, но при этом мы фиксируем для себя ценовой убыток. То есть у нас денег остается меньше. Вот примерно по такой логике работает фьючерс. То есть когда вы можете продать даже то, чего нет, но вы берете его в залог с обещанием вернуть этот актив. Так, ниже пойдут описания рыночных ордеров, какие они бывают и все такое. Ну, я это читать не буду, прочитайте вы это уже сами, если будет желание, но, конечно, это знать нужно. Это действительно нужно знать, потому что это будет касаться непосредственно вашей торговой деятельности. А я буду переходить к следующей теме – важность торговой системы. Кстати, по поводу ордеров. Я записал все на YouTube-канале очень небольшой ролик по ценообразованию и сведению ордеров. Там я подробно разобрал эти виды типа ордеров, поэтому если, например, вам не лень читать, вы можете просто также включить запись ролика, найдете у меня в плейлистах, там это есть. Так что на этой теме я не буду останавливаться. Важность торговой системы. Ну, не зря я написал жизненно важная тема для любого будущего трейдера, потому что именно наличие торговой системы создает стабильный доход с рынка, без ее наличия даже не следует начинать торговать. Это, к сожалению, горькая правда, которую узнают новички только спустя потери. Иначе торговля будет схожа на игру в казино, где победителем окажется, конечно же, казино. Ниже рассмотрены основные виды торговых систем, на какие категории они делятся и чем друг от друга отличаются, их плюсы и минусы. Я в своих курсах обучаю трендовой торговой системе. Торговая система – набор правил принятия решений, торговых или аналитических, основанных на сигналах, используемых трейдером инструментов анализа рынка. Торговая система должна отвечать на вопросы, что сейчас происходит на рынке, что может произойти в интересующий трейдера отрезок времени и что делать трейдеру в каждый конкретный момент. Это очень важные вопросы, потому что они фактически регламентируют всю вашу деятельность как трейдера, абсолютно все. То есть что, когда, зачем.
На любое ваше действие должен быть конкретный план. Потому что если этого не будет, скорее всего, вы будете торговать на эмоциях, а торговля на эмоциях – это всегда путь в никуда. Это всегда стабильно потеря средств. Поэтому даже не думайте, даже не думайте так делать. Разделение торговых систем по тактике совершения сделок. Торговые системы, следящие за трендом. Для этих торговых систем главным является определение тренда и выявление признаков окончания коррекции. Они широко используют инструменты и паттерны технического волнового анализа. Тренды, следящие индикаторы, осцилляторы. Сделки в основном совершаются от отката. То есть пример. У нас есть восходящий тренд. Это когда макушки растущие, минимум повышаются, и на условной коррекции трейдер пытается зайти в сторону этого тренда. Плюсы. Большой диапазон прибыли, то есть если вы действительно ловите тренд, вы имеете возможность получить очень хороший профит, потому что тренды, как правило, длятся намного дальше, чем все этого ожидают. Относительно небольшие стопы, потому что вы всегда знаете, где тренд меняется. То есть если тот минимум, от которого вы заходите, потенциально является коррекцией, и за ним вы ставите стоп-лосс, то пробитие этого минимума явно влияет, что меняет что-то на рынке. Поэтому вам нужно будет из него уже просто выходить. Торговая система позволяет уверенно наращивать открытые позиции. Ну, я это не буду комментировать, это уже для тех, кто там любит так называемый пирамидинг, это разгон депозитов. Об этом нужно знать, так люди часто делают, но в этом курсе точно не про это. Минусы. Трейдер, как правило, не сразу определяет смену тренда, поэтому основные потери приходятся именно на развороты. Проблема трендовых систем в том, что если, например, здесь был медвежий тренд, то пока и вы в нем сидите в надежде на дальнейшее снижение, то тренд может развернуться, а вы еще этого не поймете, потому что вам придется выходить, например, вот здесь, и вы огромный кусок прибыли отдадите обратно в рынок. Это огромный минус, поэтому, как правило, в объемном анализе используют трендовые системы, сигналы, которые показывают, что тренд развивается, и также разворотные. Это как универсальная система для ловли и макушек, и низинок, и также для сопровождения. Торговые системы, работающие на прорыв уровней поддержки и сопротивления. Такие торговые системы, как правило, отодвигают на второй план значение направления тренда. Главным правилом здесь является прорыв уровней. То есть это совершенно другой подход к рынку. Это когда мы определяем горизонтальную фазу рынка, то, о чем мы говорили выше, строим по ним уровни. И на пробое мы уже понимаем, что что-то меняется и нужно присоединяться к новому импульсу. Трейдеры склонны торговать такие вещи, но, как часто показывает правило и практика, и статистика, что отбой от уровней происходит чаще, чем пробой, где-то в среднем процентов 70 на 30. Поэтому данную торговую систему я не рекомендую, разве что пробой нужно учиться брать только после ретеста, но это уже в отдельном ролике, это не здесь. То есть данную торговую систему я как бы не рекомендую вообще к рассмотрению, потому что определить, ложный был пробой или нет, это только опытный трейдер может в моменте. А новичок, как правило, рискует здесь продать, а рынок развернется и пойдет наверх. Более того, эти уровни, как правило, и накалываются сознательно, чтобы заставить вас зайти на неверную сторону рынка. Потому что за уровнями у нас всегда есть ликвидность, которая очень нужна крупному капиталу, чтобы исполнить свои ордера. Про ликвидность и ценообразование уровней есть также ролик у меня на канале, поэтому я здесь не буду сильно останавливаться. Торговая система, работающая внутри ценового коридора. Это то, о чем я только что сказал. Когда мы понимаем, что статистика 70 на 30 отбой, чем пробой, то трейдеры, которые строят горизонтальные уровни и находят флетовую часть рынка, они работают на отскок. При этом стопы выставляют за диапазон. Плюсы. Торговая система позволяет заработать там, где основная масса трейдеров теряет. Да, это самая худшая фаза рынка, особенно для трендовых систем. Там их просто пилит беспощадно. Каждый вход в надежде на тренд заканчивается убытком, и так может длиться очень долго. Поэтому технический анализ, который заточен чисто под трендовые системы, он очень-очень-очень неэффективный. В объемном анализе таких проблем не будет.
А так как мы сейчас говорим только про цену, то остается лишь подтвердить тот факт, что сложно вовремя определить окончание флета, трейдер пропускает основной диапазон движения цен по тренду. Так, разделение торговых систем на основе длительности сделки. Внутридневные торговые системы. Сделки, как правило, длятся не более одного дня. Ярким представителем такого подхода является скальпинг. Плюсы: короткие стопы. Для начала работы не обязательно иметь большой объем депозита. Большая по сравнению с другими подходами возможность получения прибыли. Более качественная отработка отдельных движений. Ну, чтобы дальше не читать, я быстро прокомментирую. Скальпинг – это если вы торгуете через дилинговый центр, для вас всегда закончится плохо, потому что спред для систем по скальпингу очень ощутимо бьет на среднее от ожидания. Плюс реквоты – это когда брокер не может быстро исполнить ваш ордер и дает вам уже другую цену, а не ту, которую вы хотели. Вот эти все именно инфраструктурные издержки скальпинг просто из этого списка выкидывает. То есть о нем нужно знать. Ну, есть, конечно, прибыльные скальперы, но для большинства это всегда плохая история. Так получается, что у вас больше шансов заработать на рынке, если вы торгуете более медленно. То есть быстрые деньги на рынке даются всегда максимально сложно. И это только для самых опытных и самых экспертных участников. И наоборот. Чем на более долгих интервалах вы работаете, тем медленнее ваша торговля, тем чище ваши точки входа, тем реже вы будете получать убытки, тем спокойнее будет ваш средний результат. И самое главное, он будет плюсовой. Среднесрочные это делятся от нескольких дней до нескольких недель. Плюсы это, опять же, работа в спокойном ритме, трейдер не менее привязан, то есть не нужно как скальперу сидеть у компьютера с утра до ночи и клацать. Ну и такой подход дает возможность реализовывать себя и в других видах деятельности. Больше свободного времени это, конечно, плюс. Минус: увеличивается размер стопов, да, действительно, так как при средней торговле, если вы торгуете, вам нужно и стоп ставить побольше. Реакция рынка на важные новости может разом свести на нет всю работу трейдера за несколько дней. Это история про что? Вы, например, купили рынок, поставили стоп, все хорошо, рынок идет в вашу сторону. Вы не смотрите ни на что, кроме как на цену, ну, то есть это сейчас, опять же, не про объемный анализ, это просто про цену. Выходят какие-то новости, выступает там глава ФРС, и просто на ваших глазах рынок разворачивается и кирпичом сыпется против вашей сделки. Это вот именно про эту историю. Средний заработок, как правило, ниже, чем у краткосрочных трейдеров. Ну, это тут можно что сказать. Во-первых, очень мало прибыльных краткосрочных трейдеров. Как правило, их гораздо меньше, чем среднесрочных. Поэтому с ними не нужно конкурировать. Те, кто зарабатывает краткосрочно, это элита. И ну, они есть и молодцы, но не надо пытаться на них равняться. Лучше синица в руках, как говорится, чем какой-то там потенциальный журавль в небе. Поэтому про этот пункт можно вообще не думать. Не думайте о том, что кто-то лучше вас. Несмотря на то, что на рынке конкуренция, вы идите всегда в своем темпе. Вам главное, чтобы у вас денег было больше, чем до этого. А все деньги мира вы все равно не заработаете, и самым умным быть это очень сложно. Поэтому не ставьте себе таких целей. Ну, долгосрочные торговые системы, сделки длятся от нескольких недель до нескольких месяцев. Но это уже инвесторский подход. Плюсы: имеет время для анализа рынка и принятия торгового решения. Трейдер может полностью посвятить себя реализации в других сферах деятельности. Ну, это что-то типа холдеров. Купили и забыли. Купили и забыли, и вообще это тогда уже и не трейдинг, это вообще не трейдинг. Трейдинг – это живая вовлеченность в профессию, когда вы 5 дней в неделю вместе с рынком работаете. Ну и минусы у инвестиций, конечно, это большой объем депозита, потому что если вы торгуете на $100, то вы с таким подходом до 200 будете расти энное количество лет, если только не пойдете на какие-то криптовалюты, где еще и может она соскамиться, и вы просто останетесь без ничего.
Это, кстати, очень большая проблема. Криптовалюты дают ощущение, что с маленьким депозитом можно все заработать, но это самообман, так не бывает. Дальше разделение торговых систем по автоматизации, ручные, автоматические, их плюсы и минусы. Это не суть важно, потому что, как правило, если ты смотришь это видео, ты будешь торговать руками. Роботы – это отдельная часть лекции, я здесь ее не рассматриваю. Дальше мы подходим к управлению капиталом. Это история про то, что нельзя завышать риск. В среднем риск сделки должен не превышать для начинающего трейдера 0,5% депозита. То есть у вас должно быть 200 потенциально возможных сделок. Если вы торгуете в среднем систему 70/30 с вероятностью распределения, то получается, что совершив 200 сделок, у вас где-то будет 140/60. То есть 140 в плюс, 60 в минус. Даже если сделки все 1 к 1, ну, не учитываем комиссию брокера, это гипотетический пример, то получится, что в среднем вы в плюсе на дистанции этих 200 сделок. И если вы будете завышать риск, то есть вы, например, в отдельно взятую сделку вложите 10% учета, и у вас такая же система с положительным ожиданием, где 70%, 70 сделок из 100 будет в плюс, то вы просто за 10 сделок можете спалить депозит, и вы так и не увидите ваше положительное ожидание, потому что в ожидании есть такое, в теории вероятности такое дисперсия, это отклонение от среднего, как в одну, так и в другую. Это когда у вас может быть подряд плюс 10 положительных сделок и минус 10 положительных сделок. На дистанции в 1000 сделок они все усреднятся, то есть все равно будет там 700/300. Но в моменте, если вы завышаете риск, ваш счет сгорит еще до того, как вы увидите это среднее ожидания в действии. Поэтому риск-менеджмент 0,5% от депозита в отдельно взятой сделке, пока вы учитесь, это для вас лучший объем торгуемых средств. И нагрузки психологической не будет. Вы всегда будете понимать, что у вас еще 200, ну, почти 200 сделок есть в запасе. А если вы будете брать их даже 1 к 3 работать в соотношении, то вообще никаких проблем. Можете хоть под монетку их открывать, но если будете соблюдать это соотношение, вы удивитесь, что рынок вас не скоро положит на лопатки. Это специально такой психологический прием проводят для учеников, когда есть трейдеры, которые боятся потерять деньги. Потому что до этого теряли, потому что не учились, а потом уже начинает патологический страх быть. И чтобы его побороть, нужно понять, что рынок не так страшен. Чтобы это понять, нужно просто сделать простой эксперимент. Берете монетку, подкидываете ее, например, орел – это покупка, решка – это продажа. Но только с условием, если вы открываете покупку, вы ставите стоп, например, там 10 пунктов, n количество пунктов, то профит всегда в 2 или в 2,5 раза больше. И вот так вот кидаете монетку и заходите в рынок. Вы удивитесь, но счет ваш не так сильно будет страдать, если вы будете просто делать необдуманные действия без учета вот этой вот компоненты, когда у вас риск, прибыль, соотношение не учитывается. То есть нужно всегда помнить, что вы должны перетянуть вероятности среднее ожидания на вашу сторону. Тогда все будет хорошо. Так, дальше идет описание money management, что это такое, почему это так важно. И, в принципе, я это уже объяснил, что мат-ожидание – это хорошая вещь, но дисперсия может его убить, если вы его не дождетесь. И вот ошибки начинающих – это именно история про это. Вы это все можете, конечно же, прочитать, как я сказал, все это будет в доступе. Я не буду на этом зацикливаться сейчас, чтобы не тратить наше время. В торговом плане должны содержаться. То есть это сейчас уже конкретно про ваши действия. Правильное значение прибыли и убытков, это то есть правильное соотношение риска и прибыли, условия входа и выхода, то есть почему мы входим, почему выходим, ключевые события торгового дня. Ну, это учет этих экономических новостей, которые могут создать бурю в стакане, так называемую. В принципе, если так вот подытожить, то когда мы уже проговорили, что должно входить в торговую стратегию,
уже бы на всем этом можно остановиться, потому что то, что я дальше листаю, это уже не больше, чем объяснение примерно того же, что мы уже проговаривали. И можно планомерно уже переходить к разделу, с чего начинать торговать. Тут я думаю, сейчас я уже прервусь и запишу эту тему следующим роликом. Думаю, для этого видео более чем достаточно. До встречи. Приветствую тебя снова, мой дорогой зритель. В этом ролике, вернее, это будет склейка видео. Я продолжу с раздела 3, с которого закончил, и будем дальше обсуждать ключевые темы технического анализа. Перед тем, как начать, я еще раз проговорю, что мы должны были уже узнать до этого момента, а именно, это что такое биржа, кто на ней торгует, как она регламентируется, кто ее регулирует, какие виды контрактов, фьючерсные, либо акции, все, что относится к спецификации, все это нужно было уже узнать. Дальше мы должны были узнать, что такое клиринг, почему объему можно верить и почему в этих объемах есть ключевая информация для нас, какие есть виды типа ордеров, как они сводятся, как они влияют на цену. Также я сказал, что на вот эти ключевые темы есть отдельные ролики на YouTube-канале. Мы познакомились с техническим анализом в общем. Мы узнали, что какие есть фигуры технического анализа, какие есть типы трендов, бычий, медвежий, флэт, боковик, как в этих трендах открываются сделки трейдерами. Мы проговорили про индикаторы, про их несостоятельность в анализе. И все это приводит нас к тому разделу, с чего начать торговать. То бишь к этому разделу ты уже должен четко понимать, куда ты попал и что тебе нужно делать. То есть с вопросами про инфраструктуру биржи уже не должно быть, никаких вопросов не должно остаться после того, как ты несколько раз, например, прослушаешь, пересмотришь этот ролик, либо перечитаешь методички. Также ты можешь эту информацию, понятно, дополнить информацией из интернета. В этом нет ничего плохого. Более того, как я говорил, я не ставил задачи здесь впихнуть все, что только может быть, потому что иначе бы не хватило мне никакого времени это сделать. Но так как я всю эту информацию подаю, исходя из своего 11-летнего опыта, и считаю, что это самое ключевое, самое нужное, то именно таким образом и данные составлены методички. Но я всегда за развитие, поэтому если есть желание дополнить свои знания, то нет ничего плохого в этом. Итак, я продолжаю раздел 3, с чего начать торговать. В этой части я хотел бы прокомментировать основные ошибки трейдеров, как опытных, так и новичков, для того, чтобы ты на их примере научился в своей торговле, старался их не допускать. Как говорится, умный учится на чужих ошибках. Ну да, к сожалению, это было не про меня. Я, к сожалению, учился на своих. Ну да ладно. Ниже приведены основные причины потери денег на бирже. Давай разберем их подробнее. Первая торговля против тренда, это уже, я говорил, это классика. Это те участники, которые ловят ножи, они пытаются либо якобы купить на самом дне, и всегда получают, просто всегда еще одно очередное дно в подарок, и так они получают до бесконечности. То есть это самые убыточные участники рынка. Больше, чем они, наверное, не теряет никто. Поэтому никогда, вообще никогда этим не занимайся. Никогда. Так, торговля в одном временном масштабе. Это больше относится не к тому, что это плохая привычка, это больше плохой инструмент для анализа. Когда вы смотрите только на один временной масштаб, вы можете упустить всю картину в целом.
Всегда на рынке старший таймфрейм, так сказать, рулит либо управляет младшим, потому что участники рынка делятся на категории, как мы уже узнаем, от больших к меньшим. То есть на больших таймфреймах сидят инвесторы, крупные дядьки с большими деньгами, на мелких сидят ну, спекулянты и прочие мелкие, они создают разное влияние на цену. Если у нас, например, есть долгосрочный медвежий, долгосрочный, это значит на большом таймфрейме, daily и выше, медвежий тренд, то не нужно пытаться на пятиминутном таймфрейме искать разворот этого тренда. Максимум, что вы там найдете, маленькую коррекцию. Тренды долгосрочные, они всегда разворачиваются только на больших таймфреймах. Не надо внутри дня искать причину к такому развороту. Наоборот, лучше внутри дня присоединяться к тренду, который на более старшем таймфрейме. То есть вот это про это. Тильт, ну это вообще про психологию, это когда вы, получив убыток, начинаете отыгрываться, это все очень плохо заканчивается. Никогда в него нельзя впадать, никогда. И, как правило, это происходит потому, что нет торгового плана. Ранняя фиксация прибыли – это тоже проблема, потому что, получается, трейдер не знает вообще, а где же его цель. То есть он, может быть, зашел в рынок правильно, но вышел рано, не взяв все движение. А торгуя между системными точками входа, вы всегда будете оказываться в хаосе. А это основа того, что люди теряют. Ведь именно системный трейдинг, когда у вас есть положительное ожидание, и гарантирует вам прибыль, а не системный так гарантирует вам убыток. Поэтому у трейдера, еще раз повторяюсь, должна быть четкая прописанная точка входа, точка А, так называемая, четкая прописанная точка выхода, точка Б. Все, что между ними, это хаос, поэтому нельзя между ними торговать. Вы зашли, и вы точно знаете, где вы должны выйти. Вот тогда все будет хорошо. Неумение корректировать торговую систему. Ну, это больше связано с тем, что однобокая торговая система, когда есть, например, трендовая, мы уже обсуждали в одном из минусов, трендовые системы очень медленно разворачиваются, дают медленный сигнал на выход. Вот правильная торговая система – это которая максимально вас держит вне рынка, когда вы не понимаете, что вам делать. Вот это больше про этот пятый пункт. Усреднение. Ну, с одной стороны, это очень отличный прием для того, чтобы зарабатывать, потому что математически это выглядит очень классно. Вы получаете положительное ожидание, если вы всегда усредняете позицию, потому что если рынок прошел против вас там 10 пунктов, то усредняясь, вам нужно всего лишь 5, чтобы выйти в ноль. Ну, это сказка. Но в то же время усреднение за собой несет резкое увеличение объема. А вы помните объема сделки? Вы же помните, что, как я уже говорил, новичков губит отсутствие money менеджмента, то есть отсутствие контроля рисков. И вот здесь усреднение показывает экспертность самого трейдера. Если трейдер эксперт, то, как правило, усреднение дает ему возможность зарабатывать больше, чем среднестатистический трейдер. Если трейдер не эксперт, то усреднение, скорее всего, его убьет быстрее, чем даже сам бы трейдер потерял. То есть можно очень быстро потерять депозит. Это но усреднять не там и не в то время. Поэтому это такой обоюдоострый меч, с которым нужно быть крайне осторожным. А усреднение по тренду это всегда классно, потому что тренд это всегда положительное ожидание. Если вы усредняете сделку по тренду, то, скорее всего, вы на дистанции получите очень большой прирост к доходности. Усреднение против тренда – это самое худшее, что только может быть. Вы либо выйдете в ноль, либо на дистанции депозита не будет. Поэтому это нужно понимать и понимать то, что усреднение увеличивает ваш риск сделки. На начальных этапах я бы никому не рекомендовал использовать этот прием, хотя сам по себе он очень эффективный, но и также он очень опасный. Совершение огромных сделок – это понятно. Сделки с огромным объемом без money менеджмента. Так, дальше мы переходим к полезным советам. Ну,
Всегда торгуй системно, это значит всегда, это понятно, что если вы торгуете не системно, вы торгуете в хаосе, а рынок по умолчанию имеет отрицательное мотожидание, то бишь сделки, случайные сделки бессистемные, это заведомо потеря депозита. Как бы ты ни был уверен в правоте своего анализа, контролируй риски. Ты можешь совершить 9 успешных подряд из сделок и на одной все потерять. Не допусти такой ситуации. Это вообще самое абсурдное, что только может быть в трейдинге, но такая вот реальность. Трейдер, который прав в 9 из 10, в одной действительно может потерять все. Это все про money management, про жадность и про неадекватность. И, как правило, не про системность. Когда есть системная торговля, таких ситуаций не происходит. Поэтому все, что должен сделать трейдер, в первую очередь, это получить торговую систему. Без нее, ну, дорога заказана. Это все, это крах. Торгую только через проверенных брокеров. Ну и вот, да, было, к сожалению, в свое время было. Проверенные брокеры – это те брокеры, которые как минимум, ну, я бы сказал, наверное, от 10 лет на рынке. Второе, они имеют лицензию. Третье, они могут спокойно объяснить и за свой дилинг, как они сводят внутри себя заявки. Все остальное это очень сомнительно и, скорее всего, может оказаться просто скамом. То есть многие компании якобы выдают себя только за брокера, а по факту это вообще не брокеры. Не летай в облаках, не гони за доходностью. 10-15 в месяц, да, это не то, что шикарно, это просто фантастический результат. Даже если 5% в месяц, это шикарный результат. Просто губит же что у трейдеров? Жадность в трейдинге. Хотят миллионы процентов в месяц. Но так не бывает, и поэтому это заканчивается всегда потеря. А если стабильно делать 5% в месяц, то с планомерным увеличением капитала на дистанции будет заработано больше, чем те же 1000% с первого твоего депозита. Поэтому лучше с математикой не спорить, не ставить себе завышенных целей и контролировать риск. Главное стабильность. Так, это да. Ну, в 2020 году я ее составил. Это примечание, да, 6 лет тогда я уже был на рынке. Кому интересно обучаться, вы всегда найдете описание на YouTube-канале, сайт, где вы можете прийти ко мне на обучение. Мои контакты есть. А мы переходим к следующей методичке, которую надо изучить. То есть две основные методички я составил для того, чтобы любой трейдер, который только-только начинает, мог на основании информации, которая находится в них, спокойно, уверенно начинать свой путь развития. Неважно, самостоятельно вы будете учиться, либо у кого-то. Я надеюсь, эта информация будет вам полезна, и она вас убережет от многих проблем, хотя бы просто потому, что мой опыт стоил мне достаточно дорого, и если вы послушаете мой опыт, то вы сохраните и убережете себя от тех ошибок, которые допустил я, чем самым сэкономите себе средства. Итак, начинаем содержание. Да, отдельный, кстати, совет. Если с первого раза материал полностью не усваивается в сознании, рекомендую его перечитывать снова и снова, размышляя над ним, пока не придет понимание. Только после этого переходить к следующему этапу. Да, так как трейдингу вы учитесь не для галочки, не для зачета в универе и не для кого-то, только для себя, то, конечно, целью надо именно научиться, то есть понять то, чему вы учитесь, чтобы потом уверенно применять. Именно по этой причине я и решил записать все в виде видеоролика, чтобы было проще, потому что не всегда есть возможность так спокойно сесть и перечитывать. А в аудио можно в уши вставить и спокойно себе слушать то, о чем я вам рассказываю. Ну и по возможности перечитывать. Основную полезность я вижу в том, что вот эти комментарии – это именно тот опыт, который вас убережет хотя бы от моих ошибок. Потому что основные ошибки трейдер делает поначалу. И если вы их не допустите, например, те ошибки, которые я совершал, либо и мои учителя, ну это как передается, да, по наследству,
то вы имеете огромные шансы на очень быстрый и уверенный старт. А именно же ведь этому все хотят. Ведь все хотят получить именно это, быстрый и уверенный старт. И помни, трейдинг – это профессия. Освоить профессию бывает непросто, поэтому наберись терпения, и ты обязательно придешь к своей цели. Ну, это, я надеюсь, основополагающая истина, потому что, ну, приходя в универ, как бы 5 лет нужно отдать жизни. В трейдинге, может быть, не 5 лет, но полгода-год, скорее всего, уйдет на формирование. При всем том, что этот год уже можно не совершать ошибки. И если даже ты получишь торговую систему сразу, у кого-то обучаясь, либо у меня, либо у кого-то другого, это не суть важно, но получишь конкретную торговую систему, то ты можешь уже торговать из первых дней. А вот понимание рынка, то, чему я пытался тебя в этих роликах научить, оно тебя догонит. И ты поймешь, ага, вот почему меня сразу учили торговой системе, а не каким-то там картинкам или еще чему-то. Потому что именно торговая система и убережет тебя от всех тех ошибок и проблем, которые происходят у 95% всех трейдеров, которые теряют. Так, ну, вступление, я думаю, понятно. Для того, чтобы освоить какую-либо науку, методику или профессию, обучающий материал должен отвечать следующим критериям. Четкая и понятная структура изложения, раз. Второе, сложность материала должна развиваться от простому к сложному. Ну, все понятно. Сначала учим букварь, потом учимся читать, сначала учим цифры, потом учимся умножать. Все логично. Итак, с чего начинается трейдинг? Ну, тут психологический момент, то есть первоочередная задача состоит в том, чтобы понять серьезность и сложность профессии. Трейдинг – это бизнес, а значит должен обладать всеми составляющими бизнеса. Идея, торговая система, основа достижения успеха. Второе, какие преимущества у вас перед другими участниками рынка, на чем основано ваше преимущество. Третье, бизнес-план – это теоретический расчет возможностей реализации идеи. Бизнес-план – это установка теоретических, потенциально возможных целей реализации идеи. Четвертое, инструменты достижения успеха. Опять же, торговая система, компьютер, программа, телефон, смартфон, все что угодно. Пятое – это ресурсы, время и деньги, строительный материал, из которого строится успех в бизнесе. Что является источником ресурса для моего бизнеса? Хватит ли объема имеющихся ресурсов для того, чтобы реализовать бизнес-план? Это история про эффективный депозит. С $500 заработать миллион невозможно, каким бы гениальным вы не были. Вот если мы согласимся на том, что 5% в месяц это прекрасный результат, то посчитайте 5% от $500, сколько это доходности, и вы потом зададите себе вопрос, нужно ли оно вам, потому что любая обычная нормальная работа дает дохода больше. То есть тут тоже не нужно летать в облаках, а быть реалистом. Ну, морально-волевые качества, это понятно. Это когда в тильт. Если это про психологию человека, то никакого тильта быть не может вообще в этой модели. Этот список составлен не мной, он взят из интернета, потому что автор, который составил данный перечень правил, прописал все настолько четко и лаконично, что лучше просто и не написать. Ну, абсолютно. Вот это то, о чем я говорил. В интернете есть много чего хорошего, и я ни в коем случае не говорю вам там ничего искать или чего-то не читать, но проблема интернета в том, что там как много и хорошего, там также много и плохого, что наоборот уведет вас не только от истины, а запутает, и вы окажетесь просто в болоте, из которого не всегда находится выход, пока счет не потеряется. То есть выход только один – плюнуть на это все и закончить. Основа торгового метода. Так, ну, основа торгового метода простая и понятная. Мы хотим определить движение крупного капитала и торговать его направлении. Ну, проще сказать, чем сделать, так сказать. То есть основная задача определить, куда идет цена и объем, который там ее толкает, и войти в рынок по этой тенденции. В виде схемы это выглядит так, без графика объемов. Импульсная волна, коррекция, импульсная волна.
Наша задача войти в волну номер 3. В волновом анализе называется трендом. Есть такой волновой анализ, волны Эллиота. Вот там есть третья волна, она, как правило, трендовая, она самая длинная. Вот. И также самая длинная по масштабу. Именно ее мы и ищем. Это в идеальном варианте. Это вот как пример. А чтобы спрогнозировать ее появление, нам необходимо понять причины, которые создадут. Именно эти причины мы позже будем рассматривать. Волна 1 и волна 2. Так, примечание. Перед тем, как мы перейдем к анализу объемов в системе VSA. VSA – это система, основанная Ричардом Вайкофом, которая и ставится за основу поиск крупного капитала на рынке. Либо еще Smart Money, которая так сейчас популярна в интернете. Это все про одно и то же. Как найти те умные денежки и как бы к ним присоединиться, да и как бы заработать на их информации. Ниже у нас мы снова возвращаемся к фазам рыночного движения. Их нужно четко себе понимать, что есть баланс, флэт и тренд, дисбаланс. Рынок бывает всегда либо в одном, либо в другом состоянии. Третьего как бы нет. И профит мы должны всегда пытаться зарабатывать именно в трендовой фазе, потому что во флете рынок просто пилит из стороны в сторону, накалывает низины макушки, выбивает и просто не дает возможности комфортно работать и четко прогнозировать. Хотя в то же время мы с вами проговорили, что и для флета есть свой способ расторговки. Но те, кто торгуют позиционно, либо средний срок, как правило, они все-таки преследуют больше тренда. Скальпинг преследует торговлю от уровней внутри дня, внутри вот этих флетов, микрофлетов. Поэтому здесь я рассказывать не буду, потому что это очень сложный вид трейдинга, не для всех. Причины тенденции на рынке. Основной причиной любой тенденции на рынке является неэффективность рынка, когда цена не учитывает стоимость актива. Тренд – это и есть движение цены к ее стоимости во времени. Ну, здесь все, я думаю, предельно просто. Если возьмем сейчас биткоин, он стоит там под 60 тысяч или 60 с копейками, неважно. Что такое тренд? Ведь когда-то же он стоил 10 тысяч или 15 тысяч на дне рынка, а сейчас 60. И последние 4 месяца он уверенно растет от 15 к 60. Вот тренд – это и есть движение цены к ее новой стоимости. Во времени 4 месяца мы идем к новой стоимости. То есть от дешево, уровень дешево был там 15-16, не суть важно, к дорого. Например, уровень сопротивления там 70. Не просто уровень сопротивления, а просто уровень, где рынок снова поменяет свою, условно говоря, стоимость. Мы идем от дешево к дорого, от дорого к дешево. И так до бесконечности. Так по кругу рынок ходит. При этом в этих моментах на рынке встречаются фазы тренда, флета на более старших, меньших таймфреймах. Профессиональные деньги используют любую неэффективность рынка, чтобы заработать. Поэтому наша задача на данном этапе понять главное правило. Мы никогда не работаем против текущей тенденции. Да, ключевое правило, золотое правило вообще трейдинга. Если на рынке есть тенденция, все умные уже в ней участвуют. Ваша задача просто присоединиться к ним. То есть поэтому мы никогда не спорим с трендом, потому что тренд – это те профессионалы, которые уже в нем. Они знают гораздо больше, чем ты. Они уже где-то постарались собрать свою позицию, и они довольны этому росту рынка. Поэтому если ты пытаешься спорить с трендом, считай, что ты споришь с самыми умными участниками. А они умные как раз потому, что они системно извлекают прибыль из рынка, и, скорее всего, с большей долей вероятности ты окажешься против тренда, и тебя рынок просто размажет по графику. Поэтому никогда против тренда мы не работаем. Тренд – это олицетворение консенсуса умных участников рынка. С ним спорить противопоказано для твоего финансового благополучия. Фаза баланса, о которых мы уже говорили, фаза тренда и дисбаланса. То есть баланс – это когда рынок уравновешен, спрос не то чтобы уравнивает предложение, но нету
явного изменения в стоимости инструмента. То есть даже в балансе рынок все равно ходит между уровнями, потому что он не может просто стоять. Цена никогда не будет удовлетворять как и покупателя, так и продавца. Всегда будет некая дорого, некая дешево, между которыми будет болтанка. Просто на больших таймфреймах это целые тренды, на маленьких таймфреймах это небольшие боковички. И рынок склонен к тому, чтобы вот эти всегда он находился в двух состояниях. То есть это сжатие, это когда боковик, флэт, цена пилит из стороны в сторону, и расширение. То есть два состояния рынка. Расширение – это трендовая фаза, движение цены к новой стоимости, и сжатие – это фаза флэта. В стадии сжатия мы не работаем, потому что там очень много разводов, ложных наколов и всего прочего. А в фазе тренда мы, наоборот, пытаемся максимально быстро присоединиться, потому что тренд, как я уже говорил, тянется всегда гораздо дальше, чем многие этого ждут. И он всегда длиннее по масштабу. Любая импульсная волна – это всегда хорошая возможность тебе заработать. Смена тренда – это не всегда переход из фазы баланса в фазу дисбаланса. То есть рынок может менять фазы с падающего тренда на растущий, наоборот, минуя фазу баланса. То есть про что эта история? Мы якобы обсудили, что есть две фазы – баланс, дисбаланс, то есть расширение, сжатие. И обычно, ну так бывает чаще всего, рынок так и ходит. Была какая-то фаза сжатия, либо наверху, либо внизу, это не важно. Она была какое-то время. И потом, как пружинка разжимается, начинается тренд. Потом эта цена приходит в новую фазу сжатия, снова зажимается, снова пружинка, потом снова разжимается. То вот это предложение про то, что так не всегда бывает. Да, может быть, ну как бы это сказать правильно, в большинстве случаев будет именно в первый вариант, то есть будет сжатие, будет расширение. А бывают варианты, когда вроде бы одной свечой весь тренд съедается, который был. Но для малых таймфреймов, мне кажется, это работать не будет, поэтому тут не особо как бы стоит на этом зацикливаться, потому что вот этот график это все равно старший таймфрейм, и вот здесь вы можете видеть все равно некое сжатие, то есть некая пружина была, и вот это расширение это все-таки после этой пружины. Поэтому не стоит пугаться, скорее всего вы всегда перед сменой тренда увидите некую борьбу спроса и предложения. И вообще в методологии Вайкофа, то есть объемном анализе рынка, нужно помнить, что в этих флетах, в этих фазах происходит либо накопление, либо распределение актива умными участниками рынка. Уровни смены приоритета. Это технический паттерн, который определяет смену старого тренда на новый, когда ломается последнее сопротивление в медвежьем тренде, и оно теперь выступает уровнем поддержки. Это технический паттерн, который графически выглядит таким образом. Смена или переприор. Полезность этой информации состоит в том, что вы всегда получаете прекрасную точку входа в новом тренде. То есть, когда ломается старый уровень, его пробивают, потом идет ретест этого уровня, этот старый уровень был сначала сопротивлением, теперь стал поддержкой, вы получаете прекрасную точку входа с коротким стопиком, с отличным потенциалом. Уровни переприора прекрасно себя отрабатывают на любом рынке, на любом вы можете их очень эффективно использовать. Тут ниже немножко расписано, что это динамическая область на графике, откуда берет начало волны последних продаж или покупок, обновивших ценовые экстремумы. Так или иначе, на этих уровнях будет борьба. И, соответственно, если, например, у нас был медвежий тренд, и на этом уровне покупатели побеждают, то можно сделать вывод, что продавцы уже не такие эффективные, и рынок не контролируют. То же самое и с покупателями. Этот уровень переприора – это, по сути, уровень борьбы, где та сторона, которая до этого контролировала рынок, должна снова его контролировать. Если этого не происходит, значит, от
тот тренд, который был, про него просто забываем. Ну и ниже просто технические модели этого переприора. Пример на графике, как можно видеть, как менялись эти уровни сопротивления на нисходящем тренде и как они начинали формироваться в поддержке на восходящем. То есть после смены переприора мы уже ищем поддержки. Если это был медвежий тренд, после слома первого сопротивления уже работаем от поддержек. Ну, то, что это анализируется одинаково для любых таймфреймов, это и логично, потому что таймфреймы тут не имеют никакого значения. Ведь мы больше смотрим просто борьбу на ценовых уровнях, а тут все равно на каком таймфрейме это происходит, хоть на минутке, хоть на недельке. Ну, конечно, так как смена переприора является началом нового тренда, то если вы на недельном таймфрейме это увидите, то потенциал волны, вот той импульсной, которую мы хотим взять, он будет гораздо больше, чем, например, вы найдете на пятиминутке ту же формацию. Поэтому вот этот момент нужно себе помнить. Таймфрейм – это как некая батарея для хода рынка. Чем он старше, тем дальше рынок будет заходить, тем дальше рынок может двигаться. Ниже основные виды модели смены переприора. Это все технический анализ, то бишь это все технический анализ, пока про объемов речь не идет, но это такой технический анализ, который бы рекомендовал бы знать всем и вся, потому что его, он абсолютно здравый, он абсолютно логичный. Я буду пока пропускать тут, потому что смысла просто в теханализе я здесь не ставил, хотел еще добавить немножечко объема. Так как мы уже основную логику смены в техническом анализе определили, то я и пролистываю эти фрагменты, чтобы на них не зацикливаться. Опять же, при желании в методичках можете это еще раз просмотреть. Характеристика разворотных движений. Начиная с разворотной волны, следует оценивать динамику трендовых и откатных волн с целью определения силы тренда и оценки вероятности его продолжения. Чем больше динамика трендовых волн и меньше откатных, тем сильнее тренд. Динамика движения – это выражение расстояния, которое проходит цена в единицу времени. Простым языком скорость. Сильное движение – быстрое движение. И дальше какие они бывают. Это история про то, что чем сильнее рынок ускоряется и далеко улетает, тем дальше он зайдет. Как бы это ни звучало странно, но именно фактор того, с какой скоростью развивается импульсная волна, вот та третья, говорит о том, насколько серьезным может быть тренд. Чем сильнее, резче и быстрее, тем дальше он заедет. Потому что во время вот этой вот набирание скорости, если мы сравним с механикой, то это как некая инерция. Рынок набирает инерцию, и потом его очень трудно остановить. После тренда поэтому и формируется вот эта фаза баланса, фаза сжатия пружины, потому что нужно накопить уже просто, не только остановить рынок, но и погасить эту инерцию. И это все происходит в этом боковике, и спустя время рынок уже готов развернуться. Но когда рынок только набирает скорость, не пытайтесь с ним бороться, потому что вы даже понятия не имеете, насколько далеко он может заехать. Вот если, например, взять криптовалюту, то с 16 до 70 за 4 месяца яркий пример. Представьте, если бы вам казалось, что биток 25 тысяч это дорого, и вы бы его начинали бы там агрессивно продавать. Вас бы еще 50 раз бы размазало по рынку перед тем, как вы бы приняли тот факт, что у нас на рынке тренд. То есть все это история про то, что никогда не спорьте с трендом. Никогда. Раздел 3. Основы понимания объемов в системе VSA. Опять же, это все история про вайков. А применение объемов. Торговый объем – это количество сделок, это сейчас правило, между покупателем и продавцом за данный отрезок времени, если мы рассматриваем вертикальный объем, либо по конкретной цене, если мы рассматриваем горизонтальный кластерный объем. Объем по своей сути является мерой активности трейдеров на конкретной цене или в диапазоне, простыми словами. Объем – это реакция на цену. Повышенная или пониженная активность трейдеров помогает оценивать динамику движения и определять оптимальные точки входа и выхода из позиций.
В большинстве случаев именно ценовые уровни, на которых происходит объемная активность, и являются лучшими для открытия и закрытия каких-либо позиций. В объемах мы ищем следы, оставленные профессиональными участниками рынка, чтобы определить направление их открытых позиций. Важные составляющие анализа объемов – это моменты повышенной объемной активности, либо пониженной. Повышенная объемная активность, большой объем, всплеск объема – это такой вертикальный объем, который легко идентифицируется на графике без дополнительных индикаторов и фильтров. Ниже пример. То есть это как небоскребы, это момент на рынке, когда идет борьба быков и медведей не на жизнь, а на смерть. Вот эти объемы, они всегда легко бросаются в глаза. Идет борьба крупного капитала и определяется новая стоимость инструмента. На разных таймфреймах он выглядит примерно одинаково, и такой объем всегда бросается в глаза, он всегда выше среднего. То есть объем выше среднего мы заведомо берем как кульминационный, как битву крупного капитала. Связь вертикального объема с динамикой хода цены. Самое важное в понимании объема – это связка объема цена плюс результат. Чаще эту связку называют усилие результат. Ну, сразу с оговорками начну, что вот эти все термины – это просто больше народные названия. Это не то, что что-то такое, как университетское. Так просто люди это называют, все привыкли так с друг другом общаться, и поэтому такие термины прижились, и они используются. Мы всегда связываем торговый объем с изменением цены, чтобы определить направление дисбаланса, а также результат от прикладываемого объема. С помощью этой связки оценивается сила тренда или отдельной волны, или даже отдельных баров. Ниже представлен скриншот фьючерса на золото. Он сделан из программы. Три важных зоны. Пример объемного анализа рынка. Сейчас, если получится его увеличить, получилось. Три важных зоны, которые я отметил на графике. Зона 1 – это ультравысокий объем на росте. Я напоминаю, что когда цена растет, это рыночные ордера толкают рынок. Цена приходит в уровень какой-то на ультравысоком объеме и сразу уходит во флет. Сразу с оговорками мы уже вроде подошли к тому моменту, что мы говорим уже о крупном капитале. Крупный капитал у нас это тот капитал, который всегда стремится продавать на росте. То есть он потому и умный, что он берет максимально большую ликвидность на самых выгодных ценах. Нет лучшей точки продать, чем максимум рынка. Это естественно. А еще, если там есть покупатели, это вообще вдвойне хорошо. Получается, не только есть цена, но есть еще ликвидность. Напоминаю, что ликвидность – это возможность покупать, продавать товар без существенного изменения цен. И если мы говорим о крупных объемах, то у них очень большие проблемы с этим. Вы вспомните стакан по золоту, который мы смотрели ранее, там были заявки 20, 30, 50 контрактов. Это не так много. А вот если мы сейчас посмотрим, сколько было здесь на... Это у нас таймфрейм, сейчас, если я правильно помню, вроде бы... 5-минутка, да, это была 5-минутка. За 5 минут здесь было проторговано 3642 контракта по золоту. То есть кто-то очень много купил, кто-то имел возможность очень много продать. При том, что в стакане, как правило, не так много этой ликвидности. О чем говорит фаза 2. То есть после того, как здесь произошла фаза распределения, профессионалы всегда продают лимитными ордерами, то есть они пытаются всегда подставляться под рынок, они никогда не продают рыночными. После того, как в фазе 1 они начали распределение, так называемое buying climax, то есть кульминация покупок, это у Ричарда Вайкофа сигнал, который говорит о начале распределения профессионалами. Фаза 2 – это фаза тестирования, либо фаза окончания распределения, когда спрос, вы видите, выдыхается, а любая причина разворота тренда бычьего на медвежий – это как раз-таки отсутствие спроса. То есть когда покупателей больше нет, и продавцы вынуждены, вот как в фазе 3, распродавать то, что купили в фазе 1 и 2 по рынку.
продавая против себя. То есть вот эту схему, модель, ее желательно не то что запомнить, а выучить на зубок, потому что вы ее часто будете встречать на уровнях. Всегда на уровнях будут кульминационные объемы, потому что кто-то будет лимитными ордерами там ждать, сидеть. А если это будут крупные объемы, то, скорее всего, это говорит о присутствии умных денег, потому что крупняк, как говорится, всегда покупает на лоях, продает на хаях. И если в его диапазоне будет падать активность, то есть будет падать спрос, либо падать предложение в зависимости от направления тренда, то можете готовиться к развороту тренда. Это если вкратце. То есть в объемном анализе, ну, ниже я тут расписал, что это такое, в методичке потом посмотрите. Просто мы должны сделать ключевой вывод. Когда большинство покупает, профессионалы продают, когда большинство продает, профессионалы покупают. По-другому они не могут, потому что большие деньги в рынок иначе не заведешь и не выведешь. Нужно всегда контрагент, причем максимально активный контрагент. Иначе, э, иначе ничего не получится. Да, это не происходит на каждом баре, чаще всего вы будете видеть, ну, там уже приписки. То есть если мы подытожим объемный анализ из того, что я только что проговорил, есть 4 ключевых сигнала. Кульминация покупок, начало фазы распределения крупными игроками, когда толпа покупает, профи продают. Нет спроса, и в скобках от крупных игроков, показывают о том, что фаза распределения заканчивается, либо уже закончилась. И, соответственно, начинается новый тренд, фаза накопления. Сигналы для открытия длинных позиций. Это то, что я сказал в начале, кульминация покупок и нет спроса, это сигнал для открытия коротких позиций, то есть мы ожидаем разворот тренда с бычьего на медвежий. Сигналы для открытия длинных позиций, это наоборот кульминация продаж. Начало фазы накопления крупными игроками, это когда они очень активно и жадно выкупают на рынке все, что могут купить. В эти моменты обычно медвежий тренд достигает своего апогея и вызывает панику, когда толпа скидывает тот актив, который накопила по более высоким ценам. В страхе того, что цена и обвалится еще ниже, и они еще больше потеряют. Ну и второе, как завершающее эту логику, нет продаж, то есть окончание фазы накопления. Вот эти, по сути, 4 сигнала разворачивают бычий рынок на медвежий, и медвежий снова на бычий. Их, конечно, не всегда так легко заметить, но, опять же, это все дело опыта и практики. Самое главное, вы хотя бы знаете, на что смотреть. Для новичков это уже само по себе как грааль. Потому что они отучатся, понимая эту логику, покупать в хай рынка и продавать в лой. А потом видеть со слезами на глазах, как рынок разворачивается против их позиций. Так, ну тут краткий вывод по поводу того, что объем – это мера интереса участников рынка к какой-либо цене. Большие объемы и ультранизкие на графике имеют наибольший интерес. Да, это то, о чем я говорю. Большие объемы – это всегда про фазу, про начало фазы какой-либо, а ультранизкий – это про ее окончание. И, соответственно, после этого можно ждать смену тренда. Поэтому на такие вещи нужно всегда очень сильно обращать внимание и стараться их видеть. Наиболее важным предметом анализа вертикальных объемов является связка объема и движения, усилия и результат для определения начала кампании крупных денег. Ну, то бишь, то, что я и говорил, усилия и результат – это нечто такое народное название, но говорит она о простых вещах. Если мы предположим, как на примере золота, цена росла, появляется сумасшедший объем и цена перестает расти, то мы задаем себе вопрос, как же так? Вроде бы покупатели активно приходят, вроде бы активно стараются покупать, а результата нет. И мы сразу, исходя из этой логики, понимаем, что, скорее всего, профессионал находится совершенно на другой уже стороне рынка. То есть он занят как раз-таки распродажами, а не покупками. Потому что если бы он еще хотел видеть более высокие цены, то после этого бы цена продолжила рост, а не ушла бы в боковик, и более того бы спрос там бы не закончился. Ну, по словам закончился, это очень условно, я говорю. Микроструктура рынка, принцип сведения ордеров на бирже. Именно вот этот четвертый пункт объясняет, почему профессионалы сидят на лимитах в стакане, как правило. Причем сидят еще алгоритмическими ордерами по типу айсберг, чтобы скрыть себя от нежелательных
взгляда, потому что никто не хочет палить свою конечную заявку. Я думаю, вы сами бы это делали, если бы имели возможность. Так, раздел 3. Основные технические модели входа в рынок по сигналам VSA. Ну, задача войти в рынок после импульсного движения на откате цены по направлению импульса. Это та же логика, что и на рынок переприора. То есть какое-то первоначальное движение, коррекция, ретест чего-либо и потом продолжение. Ниже я взял модели входа в рынок, то есть скачая методичку, вы с ними познакомитесь, я не буду тут зацикливаться, тут комментировать особо нечего, просто на них посмотреть и понять логику. Ну и опять же мы рассматриваем тот же пример точки входа на золото, где у нас есть ретест, у нас был диапазон, пробитие диапазона на объемах, ретест, и дальше мы уже присоединяемся к тренду. То есть все та же суть, все та же логика. При том, что 1 и 2 фаза была кульминация покупок на 1, и 2 это нет спроса. Ниже идет такое описание всего того, что я быстро проговорил. При желании, опять же, прочитайте. Управление депозитом и рисками. Ну, тут нужно остановиться, потому что так или иначе, смотрите, я не хочу сказать, что есть только один способ заработка на рынке, их очень много. И объемный анализ – это один из них. И он мне по душе показался максимально понятным и комфортным, поэтому я его уже использую сколько лет. То есть уже 5 лет прошло с написания этой методички, а я до сих пор его использую и доволен. И ничего менять не собираюсь, потому что в основе его лежит понятные мне прописные истины. Но вот что действительно важно, это вот это управление депозитом и рисками, оно отвечает за следующее. Что вообще вас ждет в конце? Можно зарабатывать и просто на техническом анализе. Да, он не всегда понятный и объективный, а больше субъективный. И ему научиться вы потратите кучу времени, потому что там трудно за что-то зацепиться, кроме уровней. Но даже если вы это освоите, то все равно, завышая риски и неправильно формируя свою позицию и неправильно ограничивая убытки, вы все равно окажетесь на неверной стороне бухгалтерской книги. Поэтому методов на рынке зарабатывать много, хотя правильных и не так много. Но один из них и так я вам предложил, поэтому, если что, не нужно ничего искать, просто берите да пользуйтесь. Ну, то есть развивайтесь в этом виде анализа, объемный анализ как раздел технического анализа. А вот как ставить стопы, вот это то, что мы сейчас говорим про риски, контроль рисков, который, если вы неправильно освоите, вы просто рискуете вылететь в трубу вне зависимости от анализа, то вот такие схемы нужно себе хорошо понять и выучить. Что стоп-лосс, то есть мера риска, которую вы берете на себя и которым ограничиваете, сохраняя свой депозит, не должен стоять абы где. Это очень-очень важно. Стоп-лосс – это вообще, сразу забегая наперед, объясню, почему новички его не ставят, почему его так боятся и почему его избегают. Потому что не понимают, где его ставить. А не понимая, где его ставят, рынок, скорее всего, его выбивает. И вот так вот происходит из раза в раз. Это очень сильно напрягает, и, конечно, хочется просто избежать этого. Особенно, когда новичок видит, ага, я вроде поставил стоп-лосс, меня выбило, а рынок потом вернулся. Зачем же я, типа, дурак, ставил его? Но не надо так думать. А раз вернулся, второй раз вернулся, а пятый не вернется, и все, и депозита нет. Поэтому без стоп-лосса сделки просто нет. Это железное правило, это вообще это определяет, будете вы трейдером или нет. Вот, казалось бы, вроде бы нужно научиться рынок прогнозировать, ну, это часть проблемы, но она достаточно решаема, потому что много способов эту проблему решает. Они разные, и каждый выбирает тот, который нравится ему. Один из них предложен вам. А вот как ограничивать риски, чтобы при всех этих способах все равно остаться в бизнесе, вот это уже очень ключевой вопрос, потому что не умея ограничивать риски, любая система
любая система, которую бы вы ни нашли, которая зарабатывает деньги, она все равно не стопроцентная. А значит, вы не имеете права не ограничивать риск. Любой черный лебедь прилетает, и без стопа у вас депозита просто нет. Хотя до этого вы могли там уверенно, как вот в примере, 9 подряд закрыли в плюс, вроде бы чувствуете себя на вершине мира, а 10-е бац, и все, еще-то нет, и все, и конец всему. Ну, то бишь, эта история именно про то, чтобы не оказаться в такой ситуации. Стоп-лосс – основа жизни трейдера на рынке. Поэтому вот эту схему я рекомендую запомнить, разобрать, что стоп-лосс должен стоять не абы где, а там, где вы не правы. Это первое его правило постановки. А чтобы понять, где вы не правы, нужно от чего-то отталкиваться. И тут вам в помощь уже уровень переприора идут, либо просто сигналы объемные. Там, например, когда вы нашли кульминацию, потом затухание объемов, потом пробой, например, прошлой поддержки, юры-тест, то есть тот же переприор, вы заходите на нем и стоп выносите немножко за диапазон, предположим. Все. Если цена идет против фазы, значит вы просто неправильно проанализировали рынок. И у вас голова не должна болеть. Но обычно в такой модели все будет хорошо для вас. То есть даже если вы пару раз неправильно проанализируете, и получите 2-3 раза стоп-лосс, то, как обычно, на 4-й, на 5-й вы уже более получается так, что трейдер внимательнее относится к этим вещам, и все уже начинает получаться. Но самое главное, вам информация доносится, где это нужно искать, потому что стоп-лосс абы где мы не ставим. Мы ставим его в конкретной торговой ситуации, когда на рынке сформировалось определенное состояние баланса спроса и предложения. Объем позиции – это пример, так как я это писал, грубо говоря, 5 лет назад, то дилинговые центры тогда были в основном, поэтому я считал это под дилинговый центр пример. Это можно пропустить, это сейчас не особо важно. Психология успешного трейдинга, раздел 5. Ну да, это, наверное, если вот так вот подытожить, вообще все то, что я уже рассказываю, наверное, третий час, то это последнее препятствие, которое вам нужно будет преодолеть, чтобы быть стабильно успешным. Первое, ну вот если сейчас мы можем сказать уже как бы заканчиваем, я сейчас вот подытожу путь развития трейдера и те вот основные барьеры, которые нужно преодолеть, чтобы дойти до финиша. Первое – это надо познакомиться с рынком и понять, где вы находитесь и что это такое. Это первая преграда. Это недостаток теории. И как я сказал в первом видео, я считаю, что такая информация должна быть бесплатной. За это никто платить не должен. Это как в библиотеке посмотреть. Второе. Вы должны познакомиться с основными видами анализа и узнать, какой из них реально работает. Это тоже должно быть бесплатно и ничего вам не должно стоить. Вы только на это тратите время и усваиваете материал. Третье. Вы должны познакомиться с тем, что на рынке есть крупные участники, и они преследуют свои цели. И в идеале научиться торговать в их сторону. И вот на этом каждом этапе, в принципе, информация вам дается. Она не скрывается от вас. У вас есть как бы все шансы. Я вот говорю абсолютно ответственно. Материал, который я излагаю, он абсолютно применим. И если вы потрудитесь, поработаете над собой, вам не нужно даже не будет нигде покупать обучение, не идти к кому-то. Спокойно, просто методично изучайте примеры, ищите похожие на графике, разбирайтесь, почему то это то, а то это то, и все. И торгуйте, и будет вам счастье. Так вот, вот эти 3 пункта, они бесплатные, и они вам изложены. Вот четвертую проблему обычно приходится решать как раз-таки уже на платном обучении. Как бы это ни было странно, но вот учитель, который учит, он как раз-таки выступает в роли психоаналитика, что ли. Он делает, так сказать, болевой ожог, чтобы вы изначально не делали глупых вещей и не приучались к ним. Это вот эта история про стопы. Потому что ставить стопы вы научитесь, если будете самостоятельно учиться, только через ошибки. А это может вам стоить достаточно дорого. И вот просто посчитайте. Я сейчас ни за что не агитирую, что дешевле. Вам потерять деньги, ловя стопы и учась на своих ошибках, либо просто пойти кому-то заплатить, чтобы вас сразу этому научили,
Конечно, если вы торгуете на демо-счете, может быть и лучше торговать на демо-счете, это тогда вам просто все бесплатно. Но если вы торгуете на реальных деньгах, то, конечно, это может вам стоить дороже просто. Просто посчитайте, что вам выгоднее, и все. И так и действуйте. Так вот, если ты не знаешь, кто ты есть на самом деле, то рынок это не лучшее место для того, чтобы это узнать. Это вот вообще. Именно вот на обучении ученики, как правило, у меня и узнают, кто они на самом деле. Потому что психология, наверное, это вот тот последний барьер, а перед ним идет постановка стоп-лосса, который вы тоже сможете самостоятельно освоить. Психология это тот барьер, который вам дается через обычно, ну то есть по умолчанию вы подвержены психологии. То есть я, когда учился, мне рассказывали профессиональные психологи, что страх потерять и страх упустить возможность – это основные психологические эмоции в коре головного мозга. Они базовые, с ними рождается человек, они самые сильные, они просто убивают голос разума на корню. Когда они включаются, человек из умного, адекватного превращается в полного идиота, и с этим ничего уже не поделаешь. Так вот, лекарство от этого есть только в двух случаях. Либо вы потеряете много на рынке, и через стресс вы отучитесь реагировать на эти эмоции, то есть это дорого все равно вам будет стоить. Либо вы придете, опять же, учиться, и вам сразу скажут, так, есть торговая система, либо ты торгуешь по ней, либо ты вообще не торгуешь. То есть тоже перед вами поставят такой радикальный выбор. Либо так, либо никак. И это тоже будет для вас пользой, потому что этот выбор, если вы будете делать все правильно, вы будете просто зарабатывать и вы не будете терять. А второе, если вы не будете этого делать, то вы хотя бы не будете терять и тоже сэкономите деньги. Лучше займитесь чем-то другим. Лучше заняться чем-то другим, чем просто лудоманить на рынке. И вот это страх и надежда, ну, это просто... Вот тут идет описание того, как это влияет на мозг, почему люди сидят в просадке. Ну, я не буду на этом заострять внимание, просто скажу, что враг внутри вас. И побороть его можно только рациональным мышлением. А чтобы рациональное мышление всегда у вас было и не включалось, вы просто обязаны торговать системно. Поэтому четвертая ваша последняя преграда, а перед ней идет стоп-лосс, или пятая уже, даже не суть важно. То есть перед тем, как научиться правильно ставить стоп-лоссы, и после этого вы уже думаете, вы все освоили, нет. Последняя преграда – это вы сами. Как только вы перестанете надеяться на что-то, а будете хладнокровно реагировать на вызов рынка, все, вот тут это, можно сказать, последнее завершение, уже последние главы идут, это мышление профессионального трейдера, да, и слово игрока, как бы это ни звучало. Профессиональные трейдеры по существу это профессиональные игроки. Вопрос лишь в выработке правильного мышления, ясного и сосредоточенного мышления, то есть рационального мышления. Хотя трейдинг это форма азартной игры, а это именно азартная игра, потому что азарт это те эмоции, которые вызывают в вас эйфорию и заставляют делать нерациональные действия. Нужно жизненно важно четко различать маньяков, любителей и профессиональных игроков. Страстные игроки увлечены азартной игрой. Они играют на деньги, чтобы испытать азарт и чувство эйфории. Это то, что вы ни в коем случае не должны, чтобы у вас начало развиваться. Иначе все на корню похоронится. Вся эта теория, вся эта информация, которая вам так дается и которую вы можете освоить, она просто перечеркивается в момент. Как только вы начинаете вот и чувствовать эйфорию, все бесполезно. Сразу идет просто глупые действия, и потом за это рынок жестко наказывает. Трейдинг не место для страстного игрока, ну то бишь эмоционального, либо того, кто принимает близко к сердцу. Профессиональные трейдеры должны принимать риски, но они ими тщательно управляют. Они ищут высокие вероятности успешной сделки и только тогда делают ставку. То бишь, психология профессионального трейдера, она далека от ожиданий, надежд и прочего-прочего. Вы просто формально смотрите на рынок, ищете потенциально хороший уровень, от которого может быть потенциально
может быть, то есть ключевое слово может быть, это все вероятности движения, вы просто оцениваете риск своей неправоты и связываете это с потенциальной прибылью. Если вас это устраивает, это действительно адекватное соотношение риск-прибыль, то тут не может быть никаких эмоций. Вы просто берете это и делаете, и все. А дальше уже на дистанции математика вас погладит по головке и скажет, какой ты большой молодец, все, что тебе рассказывали, ты выполнил, поэтому вот получи свою заслуженную прибыль. Никакого удовольствия и развлечения в этом нет. Это просто прагматичный вид деятельности. И все. Если у вас трейдинг вызывает удовольствие, то вам нужно опасаться, потому что это может вас завести в проблемы. Ну и дальше расписание этой всей психологии также рекомендую почитать. Мышление профессионалов– это отражение характера хищника, который ищут жертву. Да, безусловно, мы же уже в объемном анализе узнали, что профессионалы всегда продают, когда толпа покупает, и наоборот. Потому что это самый выгодный способ оборачивать крупный капитал. Максимально много можно продать, когда толпа покупает у тебя, и ты продаешь лимитными ордерами, никак не двигая рынок. И максимально много можно купить, когда толпа продает. Тогда ты накапливаешь лимитными ордерами, тоже никак не двигая рынок. Это идеальные две точки входа для крупного капитала. Поэтому мышление профессионалов, по сути, заставит толпу делать что-то одно. А так как обычно вот этот вся толпа сидит однонаправленно, потому что ее загоняют на неверную сторону рынка в момент изменения тренда ложными наколами, кстати, как паттерн прекрасная вещь, то получается, что все находятся под одним страхом, под одним психологическим давлением и склонны совершать одни и те же действия в момент кульминации, то есть либо покупать стадно, либо продавать стадно. И вот эти страхи, эмоции, профессионалы о них знают, они знают, как они на вас реагируют, и ими, конечно же, прекрасно пользуются. В принципе, если так подытожить, еще есть раздел 6, математическая модель прибыльной торговой системы. Да, это очень важно. Это очень важно. Давайте же сейчас поговорим, почему у вас все будет хорошо, если вы будете делать все правильно. Ниже, вот здесь вот, вы очень внимательно просмотрите. Тут рассказывается про то, что у вас всегда будет стоп, у вас будет всегда правильное соотношение риск-прибыль и третья вероятность. А дальше будет пример закона больших чисел. Что будет, если вы будете делать все правильно, как у вас будет результат, и что у вас будет на финише, если вы будете делать, то есть результат, если все неправильно, и результат, если все правильно. И вот так всегда этот закон чисел и будет на вас работать. Вы либо его соблюдаете, математика вам дарит конфетку, ну, то бишь прибыль на рынке, либо не соблюдаете, и вас рынок очень сильно наказывает. Пока либо вы не сдадитесь, либо не начнете соблюдать. Но так или иначе рынок будет сильнее, поэтому бороться с рынком это никому не рекомендую. Уровни и зоны– это больше про психологию, это где толпа принимает решения, профессионалы принимают решения. В общем, борьба спроса и предложения на уровнях и зонах происходит именно потому, что там максимальная реакция участников рынка. Поэтому уровни лимиток, этот пример, взят как пример. Я не помню, когда я там торговал на рынке, это у нас биткоин тезер в каком-то лохматом году было. Но, в общем, смысл в том, что на уровнях лимиток ложный накол, потом пустота, отсутствие ликвидности и потом падение. А вы считаете стоп-лосс и take-profit. Если вас соотношение устраивает, то вы спокойно заходите на это соотношение и зарабатываете на стопах тех, кто покупал в уровень. То есть этот пример также рекомендую к рассмотрению. В принципе, можно подойти к простой прописной истине. Заработок на бирже– это как игра в шахматы. Нужно предсказать не поведение рынка, а его участников. Я самый честный кандидат в мастера спорта по шахматам. 7 лет я профессионально в детстве занимался шахматами, поэтому э, ничего более точнее сказать не могу. То есть тут все про намерение. Профессионалы продают, когда толпа покупает, фиксируют от них прибыль. И покупает, когда толпа продает. То бишь примите эту игру, ну, ее основы, ее психологию, ее приемы и начните выигрывать.
Фондовый рынок, любая биржа сконцентрировала вокруг себя много умных людей. Все, что вам нужно, чтобы быть успешными, это просто к ним присоединиться. Торговля с крупными деньгами должна иметь в инструменте анализ спроса и предложения. А то, что они видны невооруженным взглядом, я думаю, это и так видно. Поэтому изучайте данное направление. Я надеюсь, что многие трейдеры, которые только-только формируются в этой профессии, я надеюсь, данный курс, который я для вас записал, принесет вам пользу. В любом случае, его буду использовать для обучения своих учеников, которые будут ко мне приходить. Они будут точно так же, как и вы, на ютубе его смотреть, а дальше мы будем просто переходить к практике. И я напоминаю, что в принципе я считаю, как и считал, теория это достояние собственности, то есть общественности. Она должна быть бесплатной, и при желании любой должен ее освоить. А вот когда вы будете учиться трейдингу, либо покупать его, помните, вы покупаете время человека, который будет учить вас практике. Теория бесплатна, практика это время. Поэтому это и платно. Я надеюсь, вы найдете это справедливым. И нет тут ничего такого зазорного, что учители берут за свои курсы деньги. Ну да ладно. Все равно, если отбросить платную составляющую, так как у многих начинающих трейдеров просто нет денег на обучение, да я и сам был таким, как обычно бывает такое, то у вас есть материал, который вам позволит успешнее большинства развиваться на рынке. Большинства, потому что большинство даже и близко не будет понимать того, что будете понимать вы, если вы его тщательно для себя пройдете и разберете. На этом все. Я желаю всем профитов, успехов. Надеюсь, мой труд не был, как бы это правильно сказать. Ну, в общем, я надеюсь, мой труд вам принесет пользу. И свою часть социальной ответственности через этот курс я выполнил. На этом все. Всем успехов.